Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером, во вторник, 10 числа, мы шумим. И делаем это дружно, делаем это громко, и делаем это несмотря на все запреты, перепоны и разного рода инсинуации. Ох, сегодня все, о чем шумели информационные ленты, соцсети, просто лидеры так называемые мнений, или так называемых мнений, или так называемые лидеры, будем сегодня обсуждать. Всем большое спасибо, что присоединяетесь. Не забудьте поставить, пожалуйста, лайк. Шум — это формат, где мы максимально общаемся, где мы друг с другом создаем эти волны колебаний. И слушайте, колеблется. Ох, она колеблется, помните? И все-таки она вертится. Нет, все-таки она шумит. Земля действительно шумит еще и как. И, конечно, там, да, Трамп угрожает Ирану, Венс летит в Армению, потом в Азербайджан, Европа лыжи навострила к некоему противодействию Трампу. Ну, тут без России никак, ну, что-то, значит, нужно предпринимать, а деньги Украине завтра будут выделять. Голосовать в Евросовете. В общем, обо всем об этом будем говорить. Конечно же, не обойдется без бусификации, конечно же, не обойдется без перспектив и, ну, таких прям... ну, просто оторванных сообщений, которые нас, украинцев, характеризуют не с лучшей точки зрения, хотя, знаете, такое время, и уже 4 года войны, а с какой еще точки зрения? Под таким экспериментом не до войны, не до какого-то, ну, вот этого противостояния, которое искусственно подогревают, искусственно разрывают изнутри каждую душу и просто гадят в голову. Обо всем об этом будем шуметь прямо сейчас. Чтобы поддержать канал, нужно, конечно же, и вопрос задать прямо на экран, это воспользоваться QR-кодом. Если хотите поддержать суперстикером, суперчатом, большое спасибо. Также ваши вопросы традиционно на электронку, это предложка. В телеграм-канале ее можно легко найти под почти каждым постом с видео. Ну и, конечно, с чатом трансляции пообщаемся 100%. Наша любимая игра — это игра в города. Кто откуда? Пишите, говорите. И тут у нас уже просто огромное количество. Потрясающая география. С нами Днепр. С нами... Миндич шумит в Хайфе. Так он же вроде не в Хайпе, а в Хайфе, да, вроде в Тель-Авиве. Москва, Братеево шумит, Днепр, Луганск, потрещим обязательно, Челябинск, село Шум, Александр, привет, привет и вам. Саранск, привет, Казань, Албуфейра, Португалия, Санкт-Петербург, Днепр, Бердянск, Астрахань, значит, Германия, Новые Петровцы, привет из Волгограда, Мытищи шумят, Махмутлар, с нами Даугавпилс, вот так, РНД, не знаю, что такое РНД, ну какая-то НД, непонятно, расшифруйте. Шумит Бердянск, да, Брянск, Петропавловка, Занзибар с вами, Белгород шумит, Серпухов на связи, Молдова, Кишинев тоже шумит, Чехия, Пршибрам. Ох, вы любите, конечно, артикуляцию такую, знаете, так проверить. Да, такая тренировка своеобразная. Бухара. Привет из Днепропетровска. Да, шумные котики, объединяйтесь. Воистину объединяйтесь. Макеевка шумит, Оренбург шумит, Краматорск на связи. Спасибо, Екатеринбург, и вам большой привет. Слышно 5-9, радиолюбительская история, что хорошо слышно. Сейчас разборчивость, громкость. Йошкар-Ола. Бельцы, Молдова, Батуми, без света. Да ладно, опять без света Батуми в шуме. Афины всегда с вами, спасибо вам большое. Екатеринбург, Винница шумит, Пьемонт. Спасибо, Касансай. С нами также Конго. Ух ты, привет из Конго. И вам привет в Конго. Замечательно. Штутгарт, Тверь, СОС. А что СОС? Что такое? Или этого, чтобы привлечь внимание в городе Тверь. Дверь в Тверь. Нащупали в нашем шуме в игре в города. Давайте проголосуем сегодня в вопросе. Вы знаете, очень интересная география. Москва, вот я вижу Тула, Прага, Старобельск на связи. Рига, Латвия. Нетанья, Барселона, Варшава, Жигулевск. Ну, понимаете, как бы сегодня целый день, да, все шумят вокруг запрета Телеграма. И на самом деле, ну, очень интересно.
да, скажем так, это все выглядит, есть определенные пикантные подробности. Короче, Россия замедляет Telegram, делает первый шаг к его, так сказать, блокировке, и уже вовсю говорят, да зачем нам этот Telegram, давайте пошумим, да, сегодня, и заодно ответим на вопрос. Вот вы, лично вы, как относитесь к блокировке Telegram в России? Позитивно, давно к этому шло. Негативно, импортозамещение шлак. Не снесут Telegram, просто торгуются с Дуровым. Ну, условия, там, данные, возможно, там денег он должен вообще-то, там 29, по-моему, миллионов рублей по штрафам, по каким-то притязаниям. Ну или мне все равно вообще, что Telegram пополам. Есть, нет Телеграма. В общем, проголосуйте, в конце мы подведем итоги. Очень интересно, как вы проголосуете. Кстати, вот мне все равно, это как бы вариант, если вы не относитесь, да, к пользователям Telegram в России, хотя вот тоже интересно, да, вот пользователи пользуются. YouTube тоже говорят, YouTube полностью лег, распространили по украинским пабликам. Ну и думаешь, как лег? Ну вот блокировка Телеграма, идиотизм и вредительство, кто-то пишет. Ну, возможно. Значит, привет, тезка из Коломны. Лег YouTube, если из Коломны. Понятно, что у всех VPN, но это сейчас такая история, как, знаете, как стельки в обуви VPN, ввиду того, что все делают какие-то ограничения и говорят, знающие люди, что дальше этого будет больше. Разные страны абсолютно будут каким-то образом ограждать свое информационное пространство, интернет-пространство, и это такой, знаете, тренд последних лет, последних точно год-два, и к этому будет дальше все идти. Вот как там постпандемийная какая-то история, вот такие будут карантинные зоны. Моду всем еще давно показал Китай, у которого закрытый интернет. Понятно, там КНДР, но Китай как большая крупная страна экономическая, но интернет закрыт у них свой. Чтобы пользоваться чем-то, обязательно нужна какая-то приблуда, ну, типа VPN. Вот и у всех сейчас теперь появляется этот VPN. Поэтому, ну, говорят, Регенсбург на связи, да, вот, говорит Александр, YouTube лег давно на правый бок. Значит, все окей. Задача 2030, да, вполне возможно. YouTube не работает нормально, но ничего, перешли на Telegram, Telegram заблокируют. Есть Мах, ну или Макс, да, как его называют. По поводу Маха, Макса, это, конечно, действительно очень интересно. Первым ворвался в обсуждение этой темы генерал Гурулев. Наверное, защита информации – это одна из основных частей борьбы между нами и странами НАТО. Поэтому здесь по-другому у нас, наверное, не получится. Я понимаю, что многим это доставляет неудобства. В том числе и мне, потому что у меня есть свой телеграм-канал, который люди читают. Но, тем не менее, есть веление времени, есть те угрозы, которые исходят по защите информации. Наверное, на них надо реагировать. Перейдете в Макс, либо в Максе есть? Я в Максе уже есть. У меня канал есть в Максе, и, в принципе, всю свою рабочую переписку я сегодня уже веду в Максе. Для вас это не страшно? Для меня это не страшно. Не страшно. Ну, если Гурулеву не страшно, так и никому не страшно. Вы представляете? Телеграм заблокировать, это чтобы бороться со странами НАТО. Ну, такой солдатский подход у Гурулева. На самом деле, конечно, как? Ну, подождите. В смысле, для борьбы с НАТО это нужно? Так что, таки война с НАТО будет? Ох, как интересно. Выходит Дуров с заявлением. Значит, говорит, Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь принудить своих граждан перейти на государственное приложение, мессенджер, созданный для слежки и политической цензуры. 8 лет назад Иран попробовал ту же самую стратегию и потерпел неудачу. А он запретил Telegram под какими-то придуманными поводами, пытаясь людей как бы нагнуть, перейти на госальтернативу. Несмотря на запреты, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram в обход цензуры и предоставляют ему, в общем-то, ну, отдают преимущество перед всеми другими приложениями, которые контролируются слежкой. Ограничение свободы граждан никогда не есть правильным ответом. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальности, не обращая внимания на давление. Это сказал россиянин Дуров, у которого, кстати, проблемы, в
том числе и с французами, то есть и со свободными странами, и как бы сравнивает Россию с Ираном в этом отношении. Вообще сравнение не очень, потому что там Америка навострила лыжи, Трамп выходит с заявлением буквально там пару часов назад и говорит, я еще один авианосец туда как бы отправлю. Нетаньяху публикует разные там инфографики, как вот будут бомбить американцы Иран, куда будет Иран бить в ответ. Ну так, очень тревожное сравнение. Понятно, что это не касается войны, там, притязаний Трампа, это касается непосредственно Дурова лично. С той стороны, конечно, понятно, да, то есть это ограничение свободы и всего прочего, но Telegram такая штука, которая, свобода просто, понимаете, она же измеряется совершенно разными подходами. Государственный как бы мессенджер – это априори не про свободу. Здесь Дуров прав, потому что, ну, простите, какая свобода, если все под колпаком? Но с другой-то стороны, ты под колпаком корпораций, да, вот тот же самый WhatsApp, который тоже заблокирован в России, но как-то люди включают VPN, пользуются по старинке, потому что привыкли. Насколько заменит новый продукт старый, вот это импортозамещение произойдет, вот здесь большой вопрос. Понятно, что сейчас все лидеры мнений, вот эти лица официальные, полуофициальные, российские будут говорить, все переходите в МАКС, все туда, все на махе. Но россияне же чувствуют, что намахивают, потому что отрезают. Но тут есть и исключительно юридические тонкости, потому что Роскомнадзор выходит и говорит, есть претензии, какие? А вот вам, пожалуйста, решение судов, там вот такие долги, такая задолженность, и поэтому, друзья, надо, чтобы Telegram пошел навстречу. Но Telegram, прикрываясь вот этой свободой, навстречу не идет. На какую встречу, о чем именно хочет, чтобы Дуров рассказал государству российскому, не уточняется, но все, понятное дело, догадываются. Всякие анонимные телеграм-каналы раскрыть, каких-то там группы, чаты, пользователи. Потому что, по большому счету, эта защищенность и дает возможность конфиденциально общаться и, ну, в общем, в условиях войны, так сказать, промышлять. Однако война-то, напомню, большая имеется в виду, уже 4 года как. Ну, Telegram не мешал, а помешал именно сейчас. И поэтому здесь наверняка что-то, это чему-то предшествует. Ну, каким-то другим решением. Даже вот обратили внимание, кстати, на российских телеграм-каналах, которые там пишут о войне, что, значит, количество лайков, да, ну вот эта новость от РБК, ее все перепостили, да, в том числе и у меня есть эта новость, что власти приняли решение начать работу с замедлением работы мессенджера в России, рассказали РБК источники в индустрии, в общем, по словам 2 источников, планируют начать принимать меры по частичному ограничению с сегодняшнего дня, а еще один источник говорит, что меры по замедлению уже принимаются, короче, все обратили внимание, просмотров этой публикации 131 тысяча, а лайков 136. Причем позже было там 271 тысяча просмотров, а лайков больше, там 280, например, тысяч. Это только лайков, то есть позитивных. То есть получается, кто-то покупает реакции на то, чтобы закрыть Telegram, купить реакции на закрытие Telegram в Телеграме – это, конечно, особый вид искусства. В общем, создается всяческая почва для того, чтобы все нормально это воспринимали. Но люди-то чувствуют, и поэтому противятся. И правильно делают, потому что YouTube, Telegram. Встретил интересную мысль у кого-то, не помню у кого. Вот есть же очень много ютуберов, которых просто выбросили, да, из платформы. Ну, там, Пучков, Гоблин, потом Стасай как просто, какие-то там... Лебедев, да, у которого квартиры позабирали в Киеве, дизайнер который. Их просто снесли. У них там миллионные аккаунты, там, больше, а их просто взяли и убрали. Почему? Потому что вот такая политика и так далее. И вот тут кто-то написал, интересно, свежо смотрится, а если YouTube возьмет и вернет их? Ну, вот просто возьмет их и вернет. То есть вернет там элементы монетизации, вернет вот все функции на территории России. То что будет делать государство? Как будет противостоять? То есть одно дело Telegram, другое дело там YouTube, там какая-то другая платформа. Просто вопрос. Платформа будет бороться за своих авторов, зрителей, пользователей или не будет? Вот у Дурова мы ничего не ответили, не нашли ответ на этот вопрос. Он сравнил с Ираном и говорит, вот в Иране все пользуются. Ну и как Иран? Шатнули режим? Там удалось что-то? Ну, то есть
все прям в Иране пользуются Телеграмом? Ну, окей, пользуются через VPN, да, но все ли и так ли это было бы, если бы, условно, технологично там Дуров не стал бы бороться с этим запретом. Судя по всему, наверное, все-таки тут, кроме информации, кроме, конечно же, там, военного времени, спецслужб, секретности мессенджера, здесь речь идет о банальной информации, да, о том, что хочет получить та или иная спецслужба, ну, как с французами было. Но на самом деле тут может быть просто банальный торг. Штраф заплатил, значит, ты, ну, это, может, не такие большие деньги для Telegram, но если ты заплатил этот штраф, то ты как бы в поле российского законодательства. Может, этого и будет достаточно. И потом всем показывать, смотрите, Дуров с нами, Дуров под нами. Однако тут есть другая очень большая рискованная стезя. Если Дурова прикроют окончательно в России, и ну, мы же видим, как в Украине с этим пытаются бороться. Давно, причем уже продвигают эту историю. Мы видим, как сразу подключатся другие страны, которые стремятся сейчас похожими быть на Украину. И это станет нормой, и тогда канцелинг в одной стране большой, да, повлечет в других поменьше, в третьих, в пятых, десятых. И у нас вот так и создастся медиа-разрывы и медиа-ограждение, и которое будет, ну, нужно будет перепрыгивать. А медиа и информационное ограждение – это, конечно же, путь к ужесточению внутри и противостоянию друг с другом разных систем. Ну, одни американцы, конечно, говорят, доктрина Монро, доктрина Монро. Нет. Они уже в подбрюшье России. Венс летит к Пашиняну, обнимается с ним, там геноцида армян, собственно, памятник посещает, цветы возлагает со своей первой леди, хорошенько договариваются о беспилотниках на 11 миллионов долларов, которые армяне должны купить у американцев, и все так удивились, подождите, Армения, член УДКБ, получается, беспилотники, разведчики будут как бы в пользу ОДКБ выполнять свои функции. Ну, ясное дело, что Армению отрывают как могут. Азербайджан и сам оторваться бы рад, потому что следующим пунктом назначения Венса стал Азербайджан. Мы подписали стратегическое партнерство, которое, я думаю, формализует его и очень четко покажет, что отношения между США и Азербайджаном будут прочными, продолжат приносить большие плоды обоим нашим народам. И просто лично я невероятно рад быть здесь. Я рассказывал своим сотрудникам еще до того, как мы приземлились, что если не считать президента Трампа, единственный лидер в мире, у которого сложились по-настоящему добрые отношения и с турками, и с израильтянами, это президент Алиев. И я тогда добавил, это означает одно из двух, либо здесь кормят просто потрясающе, либо он сам человек невероятного обаяния. Такие хорошие отношения у Алиева со всеми, и с турками, и с израильтянами. Тут два варианта. Или хорошо кормят, да, ну то есть покушать можно вкусно, ну или он сам обаятельный человек. Ну, конечно же, второе. Алиев очень обаятельный человек. И я теперь лично могу подтвердить, что он действительно крайне обаятельный человек. Мы совсем скоро узнаем все о местной еде, и я абсолютно уверен, что все будет просто отлично. Но позвольте мне сказать, что мы со второй леди очень рады возможности поужинать сегодня вечером. И, насколько я понимаю, вице-президент Азербайджана также является и супругой самого президента. И я очень надеюсь, что это не подаст моей второй леди никаких лишних идей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Насколько тонко, насколько... Ох, насколько тонко это все. Понимаете? То есть я знаю, что вице-президентом вашей страны является ваша супруга. Ну и я здесь со второй леди. Не со второй своей, а наша вторая леди. Я вице-президент, и она вторая леди, получается. Я думаю, что не будет никаких конфузов. То есть, да, что это все-таки уровень совершенно разный. Отличная шпилька в адрес Алиева, но после слов, какой он обаятельный, конечно, это мало кто заметит, тем более, что это же игра Венса в такую восточную любезность, вот это все, расшаркивание, поклоны. Америка идет в Азербайджан, как его называет Трамп. Я просто хочу сказать, что лично от себя, но и благодаря нашей дружбе великих наций, для меня большая честь быть здесь и большая честь продолжить дискуссию. Храни вас Бог. Большое спасибо. Спасибо всем. Алиев прям из-за трибуны выскочил и давай хлопать. Ай, как... И все сразу же поддержали. Аплодисменты. Что означает этот поход в Среднюю Азию? Америки. Да то же, что и все остальные. Нефть.
соглашенница. Вы заметили, какой интерес у Трампа к нефтяным странам? Именно с теми государствами, которые качают и поставляют. Вот с Россией как-то не особенно получилось, да, и тем более, что там Лавров говорит, дух Анкориджа, не будет никакого процветания. Ну, в общем, мы посмотрим, будет или не будет, но этот заход в подбрюшье России многие, конечно, трактуют как некую угрозу российской стороне. Но это может быть элементарный театр, потому что все же помнят, как решал Трамп вопросы Армении и Азербайджана. И Путин даже тогда говорил, слушайте, какой великий Трамп, мы тут 30 лет бодались, а вы вот взяли и все решили. Ну, поэтому Зангезурскому коридору и так далее. Поэтому это может быть исключительно согласованная игра. Правильно выверенная и согласованная. Ключиком к этой мысли, к этой гипотезе, могут быть как раз-таки вот эти беспилотники для Армении, страны ОДКБ. Понятно, что Пашинян заточен на Америку, на Сороса, но он не в том положении находится в принципе, чтобы перечить Трампу. Ему, наоборот, надо идти в фарватере Трампа. Даже когда Совет мира подписывали Газу, когда мирили, там Алиев был, там они все, они там рядом. Это может быть абсолютно новая ось, которая, понятно, зачем нужна Трампу, и по заявлениям пока непонятно зачем, но нужна в том числе и российской стороне. Потому что, давайте откровенно говорить, другая часть континента Евразия, как-то Трампа не взлюбила. Ой, как не взлюбила. Это таблица рейтингов непосредственно Трампа на европейском континенте. Смотрите, как его все не любят. Значит, позитивное восприятие в Косово, Румынии, Молдове, Северной Македонии. Это позитивно здесь воспринимают Трампа. Это топ, да, то есть топ, где позитивно. А топ хейтеров выглядит по-другому. Это Дания, Швеция и Норвегия. Северные престолы не жалуют любимчика всех времен и народов, скоро которому 80 лет на 250-летие Америки. Поэтому ему нужны другие оси. Азербайджан вот только-только объявил, что начинает поставлять газ в Европу, а тут уже Венс. Добрый вечер. И так будет и с Россией, судя по всему. И эти договоренности никуда не делись, потому что, да, Лавров сказал мощно, напомню, для БРИКС ТВ это интервью прозвучало, для большего размаха, или там другой прессы, которая его схватила и цитировали, там все по-другому. То есть путь длинный урегулирования, мы готовы к длинному пути, в общем, хорошо, что все идет, идет как идет, ничего страшного. А вот в Америке посол России, он более оптимистичен. Самый главный дух Анкориджа, как бы к нему не относиться, в том, что у нас получается достигать договоренностей на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Это базовые принципы. Если они не нарушаются, если они соблюдаются, тогда возможны прорывы. Он нацелен на то, чтобы вернуть наши отношения к нормальности во всех отношениях, и не только в контексте урегулирования украинского кризиса, а восстановления торгово-экономических, торгово-инвестиционных связей. То есть пакет Дмитриева, о котором рассказал Зеленский, говорит, мы знаем, есть пакет Дмитриева, он жив, и в этот пакет, так сказать, запустили дух Анкориджа. 12 триллионов называют эту сумму, которая очень интересует Трампа. А в самой Европе, которая против Трампа, мы видим рейтинги, но они же врать не будут, там, собственно, готовятся к Мюнхенской конференции на этой неделе. Значит, и Зеленский говорит, мы готовимся к Мюнхенской конференции, много чего решится, мы за то, чтобы там представить, у нас гарантии безопасности, в смысле, документы готовы, надо, чтобы их подписывали. И тут возродился из, хотел сказать, пепла,
как бы он и так пожилой, отставной американский генерал. Очень популярно его было цитировать при демократах, при Байдене. Есть такой Дэвид Петреус. И вот он говорит, что так вообще не видит никакого перемирия. Чи бачите ви нині шанс на припинення вогню? Це Battlefield. I'm afraid I don't. Боюся, що ні. Знову ж таки, я не дипломат, я старий солдат, і я просто не можу, знаєте, надати якусь деталізовану відповідь. Я просто не бачу поки що умов, щоб це сталося. Як я Я не дипломат, я старый солдат. вже згадував раніше, росіяни висувають, на мою думку, необґрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, як це робить Україна. Послухайте, О как! То есть Петреус, абсолютно оправдывая свою фамилию, сразу расставляет точки над «и». Говорит, серьезно ведут переговоры украинцы, а россияне нет. президент Зеленський та його команда насправді дуже наполегливо працювали і навіть пішли на певні компроміси, щоб вийти на угоду, яка мала би бути прийнятною для Росії. Какие компромиссы? То есть понимаете, это вот второй этаж вопросов, которые ты задаешь, и подождите, так что, уже пошли на компромиссы? А в чем компромиссы? Нет, если мы берем, конечно, притязание, там, мы там, воюем до границ 91 года, или помните выражение «до последнего деда в последнем селе»? Это лично Зеленский как-то говорил года 2 назад. Так к этому все и идет. Так на какие компромиссы пошла Украина, которые, так сказать, не впечатлили российскую сторону? Але я вважаю, що вона все одно не буде для них прийнятною. I don't think. Що ви думаєте про гарантії безпеки для України, які можуть надати США? На вашу думку, якими вони мають бути? О, Петреус, старый солдат, расскажи. Видишь, как девушка с интересом допытывается. Well, I think they're actually in the... Власне, я вважаю, що вони вже прописані у наявному пакеті домовленостей. Повторюся, США та європейські країни, наші союзники по НАТО в Європі, вже узгодили певні речі, і вони насправді досить деталізовані. І я впевнений, що Росія на них не погодиться. Росія, якщо і прийме умови припинення бойових дій, то зробить це лише за умови, що їй віддадуть укріплені міста в Донецькій області, до яких вони, як ви знаєте, навіть не наблизилися, не кажучи вже про захоплення. І вони ніколи не приймуть такі гарантії безпеки, які зараз містяться в пакеті, тому що вони не хочуть справжнього припинення війни. Вони хочуть лише короткого періоду припинення бойових дій, але потім, я підозрюю, продовжать їх точно так само, як вони зробили після замороження конфлікту у 2014 році. Что не так с Петреусом? Ну, во-первых, не приблизились ни к каким городам, что сразу вызывает массу вопросов, потому что сегодня, например, новости там в районе Ямполя на Лиманском направлении есть продвижение, сообщают о 2 километрах, но это не верифицированные данные, но, понятное дело, однобокие, можно сказать, но все уже четко видят и понимают, что там пришло в движение, а там Славянск, ну, там как рукой подать, то есть с севера, славяно-краматорская аггломерация. К самому Краматорску, ну, простите, пожалуйста, но это, конечно, ужас. Фабы летят, дроны летят, удар за ударом летит. Город большой, город промышленный, там есть где спрятаться, там большие, скажем так, предприятия остались в наследство Советского Союза. Там как бы фортецию мастерить можно, но вопрос-то в логистике, и поэтому как бы крепость крепостью, но сказать, что недалеко, но это ничего не сказать. По крайней мере, ну, дальше они не становятся от этих городов Донбасса, становятся только ближе. Можно спорить по километражу. Но главное, что не так в Петреусе. Он говорит, значит, Россия заинтересована, чтобы взять паузу, а потом через месяц-два начать все снова. То есть Россия, которая говорит, нет, никакого перемирия, если бы это было вот так, как говорит Петреус, нагло лжет на Радио Свобода, то мы бы уже в мае месяце прошлого года или в апреле, помните, первая была Доха, первые контакты, мы бы уже тогда согласовали перемирие, и вот уже прошли по эти 2 месяца, уже была вторая волна. Но он идет дальше в своей старосолдатской глупости. Он говорит, что, ну, то есть логика, значит, Россия, ей выгодна там пауза, а потом она нападет снова. Но поэтому не договорятся. А если будет пауза, то через 2 месяца, полгода Россия нападет на НАТО. Представляете? Сама возьмет и нападет. Чи вважаєте ви реалістичною можливість нападу Росії на одну із країн НАТО? Бо існують різні думки. to consider it. О, я гадаю, таку можливість варто розглядати. Особисто я не думаю, що Росія піде на це, допоки не досягне своїх цілей в Україні. Та, до речі, не захопить Молдову, яка буде наступною і чия армія зовсім невелика. Ага, ну, то есть он по-солдатски, значит, Россия, значит, захватит Молдову, ну, там маленькая армия,
То есть я вот не могу вот логики понять. То есть, да, после Украины, а как она захватит Молдову? То есть тут же возникает другой момент. Или у него в голове сидит сценарий, что Украину отрезали от моря, и тогда, грех, да, не захватить Молдову. Или какой у него сценарий по прекращению условно войны сейчас, чтобы Росія напала дальше на Європу? В Молдовській землі в Придністров'ї досі перебуває пара батальйонів російської піхоти та десантників, чи хто вони там. Але якщо з цими двома країнами буде покінчено, наступною стане одна із країн Балтії, можливо, Литва. Про неї часто згадував Путін у своїх тирадах про виклики, які Росії довелося терпіти після завершення Холодної війни. Петреус, конечно, великий стратег. То есть, если останавливаются вот сейчас или на тех условиях духа Анкориджа, которые есть, условно, вывод войск с Донбасса, остановка по линии, это так, по крайней мере, артикулируется. Да ладно по линии, даже если условно, да, Россия как бы закусит у дела и скажет, не-не, ребята, у нас в Конституции, сегодня Лавров примерно это же и говорил, что, значит, волеизъявление было, в Херсоне был референдум, был, в Запорожье, правда, не было. Ну да ладно. И гипотетически захватят Запорожье и Херсон, то есть вот это, то, что вписали в Конституцию, вот там и будут россияне, то там, чтобы, извините, пройти до Молдовы, чтобы ее захватить, вот эти десантники или кто они там, это говорит старый солдат о своих коллегах, они захватят Молдову. Тут возникают вопросы. То есть тут два варианта. Или окончание войны уже предначертано, и эта история с отсечением Украины от моря уже у них всех в головах, и они говорят, так, значит, на этом закончат, потом нужна будет передышка, они там возьмут быстренько Молдову, и потом нападут на страны Балтии. В самой же Мюнхенской конференции там четко говорится, что там пауза означает война в Европе. Но тут же не складушка получается. Украинцы же, они же потужные, они же защищают Европу. Щит, так сказать, Европы. Настоящий щит Европы. По-другому видит ситуацию, например, Зеленский. Вот он французскому телевидению говорит. Ця війна, Володимир Зеленський, ця війна вже 4 роки. Ви боїтеся її програти? Звичайно. Якщо ми програємо цю війну, ми просто втратимо незалежність нашої країни. Нам вдалося її зберегти до цього часу. Якщо втратимо незалежність, якщо станемо частиною Росії, це буде катастрофічна втрата. І я впевнений, що цього не станеться. То есть тут мы слышим нарратив о том, что потеряем полностью, станем частью России. Так, погодите, какой в смысле полностью? То есть мы должны воевать до тех пор, пока полностью не станем частью России? Но этого, конечно, не случится. Через рік, якщо ми повернемося сюди до президентства взяти у вас інтерв'ю, в Україні буде мир? Дуже на це сподіваюся. Ми зробимо все можливе. Це наш пріоритет, мій і моєї команди. Мир. Приоритет – мир. Сегодня, скажем так, очень интересно выглядит Европа на этом фоне. Кая Каллас, значит, выходит с мегапотужным заявлением, которое полностью укладывается в видение господина Зеленского. Значит, она намерена требовать от России сократить ее армию в рамках урегулирования по Украине. Значит, главный дипломат заявила, что предложит перечень уступок, которые Европа должна требовать от России в рамках урегулирования войны в Украине. В частности, по ее словам, список будет включать ограничение численности армии России и возвращение украинских детей, вывезенных россиянами. Понятное дело, да, кто это про детей, сразу ясно, откуда эта мысль взялась непосредственно у Каи Каллас. Заявление Лаврова. Россия доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в родную гавань в соответствии с чаяниями всех русских людей на территории Украины, говорит Лавров. И другие его заявления, там День дипломатического работника, все опять поздравляют. В общем, достижение цели СВО поможет сформировать архитектуру евразийской безопасности, военные угрозы нацбезопасности, исходящие со стороны Украины, должны быть устранены, как первопричины конфликта. Россия готова искать переговорное решение
на основе пониманий Анкориджа, надеется, что партия войны, которая копалась в Брюсселе и Лондоне, не остановит начатое лидерами России и США движение к прочному миру. Россия подтверждает солидарность с Венесуэлой и Кубой. Ну, это как бы заявление, понятно, братство России и КНДР, совместные проекты воплотиться, и будет добиваться признания миром нападения Гитлера на СССР геноцидом советского народа. Так получается, что все-таки война до полного конца, ну, то есть полного конца. И Петреус не совсем умалишенный, когда вот так вот говорит. Получается, что они где-то у себя держат в голове вот этот вариант с падением Украины и отрезанием ее от моря, исконно русские земли, ну и все такое. Или это такая игра на повышение ставок, потому что Кая Каллас, с которой Лавров на 1 квадратный метр не сядет, не присядет, ну, в смысле, поговорить за столом переговоров, как с коллегой, она из Эстонии, ну, такая известная своими высказываниями, он говорит, что мы предложим России сократить ее армию по итогам войны. Потужно! И это точно, наверное, устроит Россию и точно вариант для компромисса. Именно поэтому Лавров говорит, что мнение Киева и Европы не интересует. Мы будем вместе с США двигаться дальше по этому треку. Ну а подняв вот эту взбучку для Соединенных Штатов Америки резкими заявлениями, да, очень уж как-то миловидно выглядит Венс в Азербайджане, который вкусно кушает со своей супругой. Ну и, конечно, Трамп, который, заметьте, молчит и не отвечает. Ни Рубио, никто. Рубио, кстати, у него большой тур, он едет в Германию, потом едет в Словакию, Венгрию, то есть там, ну, по местам боевой славы, так сказать, проедется, и уже как официальный представитель Госдепа все прощупает. Макрон, конечно, не Урсула и не Кая Каллас. Кая Каллас, конечно, еще та, да, чертовка. Макрон тоже хочет прощупать. Он сегодня заявил, что технически все готово для переговоров с Путиным. Я готов. Все нормально, мы все наладили. Не зря ездил советник в Москву, мы все подготовили. Поэтому милости просим, я готов взять лидерство в Европе. Сегодня он издал такой, знаете, манифест, призыв о том, что Трамп угрожает развалить Европу, поэтому Европу нужен технологический суверенитет, евро надо держать, короче, круговую оборону занять, сотрудничать со всякими новыми рынками. А тут вот такое поползновение к Путину, представляете? От коалиции желающих, как переговорщик, он собирается вести эти переговоры. У Зеленского спрашивают: погоди, так вы же вот так вот з Макроном, а що він делает? Еммануель Макрон вчора заявив, що готується відновлення діалогу з Володимиром Путіним. Європейці мають поговорити з Володимиром Путіним, вони повинні знову його прийняти. Ви вважаєте, що це правильно робити? Ми з Еммануелем хороші друзі. Звісно, він подзвонив мені сказати, що думає про відновлення діалогу з росіянами. Смотрите, как играет. Ну, как играет. Ну, слушайте, ну это же просто как вот это вот... Был такой в Украине, я не знаю, сейчас там это или есть, или нет, наверное, повторы гоняют. Есть такой проект. И в России много такого. Это такие дешевые телевизионные типа сериалы, фильмы. Называется «Семейные мелодрамы». И там вот эта вот игра, вот это все. Конечно, он позвонил мне и сказал, что он хочет с Путиным наладить связь. Він знає, що я думаю про це. Він знає мою думку. Яка ваша думка? Ну, они стерильные, конечно. Они просто, понимаете, они не в контексте. Они, во-первых, смотрите, во Франции еще есть журналистика, да. Там могут и пропесочить хорошо, там могут и сатира, и вот это вот, они все-таки еще понимают, что такое свобода. Нет, есть там определенные рамки Евросоюза и так далее, но с точки зрения вот поведения, какое ваше мнение?
Ну, она, конечно, это бесценна просто реакция на Макрон знает мое мнение. И ну, там полная святая простота. Так какое? Інтерес Путіна принизити Європу. Представляете? Унизить Европу. А Макрон к нему вот этот улица. У него, может, отклонения какие у Макрона? Там говорят в файлах Эпштейна, но опять-таки там что только не напишут. Там, знаете, сейчас уже есть объявление даже в газете, удалю ваши данные из файлов Эпштейна или добавлю, кого хотите. Там есть уже строчки, где Эпштейн с кем-то в переписке говорит, что бойфренд есть у Макрона. И так шутит, скабрезно говорит, что французы прикроют вас сзади, ну вот в этом духе что-то, да, ну такие там зайдут с тыла, прикроют сзади, ну вот так вот выражается в этой переписке. Дуже важливо, щоб Еммануель намагався допомогти. Важливо, щоб лідери працювали над досягненням миру між нашими країнами. І це буде корисно для всього світу, якщо війни в Україні більше не буде. Це принесе користь усім. Але я вважаю, що тиск на Путіна недостатній. О как! Надо давить на Путина. Придави Путина. Під час переговорів він лише прагне принизити європейців. Тож, коли говоримо про відновлення діалогу з Путіним, виникає питання. О котрій годині, не в який саме день. Це могло бути вчора, якби тиск на Росію був достатнім. Але цього було недостатньо. Давление. Не, ну, эти должны давить, а тут их унижает. Понимаете? Ну, вот такая специфические отношения. Нет, ну мы же помним, что он любит пропускать с левой Макрон, да, как бы пощечину от супруги, похожей внешне, физиогномически на актера Алексея Панина, который, кстати, тоже поддержал Украину. Но поэтому вот Зеленскому это очень неприятно. Очень неприятно. Но нужно искать новые средства потужности. И когда становится сложно на геополитической арене или внутри как-то информация об этих визитах, да, контактах Макрона и Путина, здравствуйте, или, например, какие-нибудь заявления Орбана, или немцы, которые то туда, то сюда, или лидер АДГ Вайдель, которая выходит и говорит: Зеленский, здесь вам не цирк, мы возьмем вас, будем репарации брать за Северный поток. Ну, когда звучит что-то плохое, нужно что-то хорошее. Лучше у Зеленского для поднятия потужности никого нет. Есть карась. Скоріше за все, в 26-му році прийдемо до такого вогневого ураження і на передньому краю, і в оперативній глибині, і в глибині Росії нашими дронами, або... Значит, поражение на переднем краю. Его сейчас комментирует карась. Передний край и поражение. Все четко ложится в эту историю. То есть, за что мы воюем? Мы воюем за какие-то более выгодные условия, за независимость. А в чем заключается независимость Украины? Это я просто провожу логический ряд. Чтобы убивать 50 тысяч россиян в месяц? Поражение на переднем краю. Артилерію. Дай Бог, що все-таки надуть якісь далекобійні ракетки. Удар Росії по нас по Росії в такі схиляться вже в примарний паритет. Плюс у них 26-й рік літо, очікуємо низку криз. Це як я саме яскравий зразок по артилерійських от стволах, тому що в будь-якому випадку артилерія вона на полі бою ще грає дуже велику роль. І це тільки один. Значит, поражение на переднем краю, проблемы в стволах, целая там вереница кризисов будет. Когда? Когда? Летом. От літом будуть кризиси. Лише момент, їх буде дуже багато. Це вже феноменальна відмінна ситуація. Ми і росіяни воюємо зараз одною та самою зброєю. Тому 26-й рік багато має перспектив уже в такого виснаження війни нашими опонентами, що вони будуть вимушені піти на більш прийнятні для нас умови заморозки, слеш завершення або слеш тимчасового якогось перемир'я війни. Ну, то есть задача вынудить Россию пойти на временное перемирие.
Так Петреус говорит, Путин прям ждет перемирия, чтобы напасть на Европу. Ну, как бы после Украины. Не складуха. И, понятное дело, в Мюнхенской конференции по безопасности тоже говорят, вот прекратится огонь, отсчитывай полгода, и будет война с Европой. Но они же настолько истощены, у них стволов не хватает, там куча кризисов. Ну, правда. Как же? Вообще логике не поддается. Но тут главный месседж, чтобы все поняли, дотерпеть до лета. Ну, зима. Сегодня там вроде как перевалится вот туда, в тепло в Украине, и поэтому лето сейчас, особенно в самые холодные дни, оно кажется чем-то таким, да, вот. Ну, так как у любых, скажем так, ну, в любых группах есть отдельные люди, которые очень ненавидят зиму зимой, жару летом. Но самое интересное, что летом тоже придется ненавидеть жару, потому что продукты портятся, о кондиционерах вот сейчас можно забыть, те, которые висят в квартирах, в офисах, в магазинах, потому что будут экономить, и проблема никуда не денется непосредственно с электроэнергией. Но об электроэнергии позже. О проблемах стало известно на днях. Это, кстати, очень интересная получилась информация, что, ну, все просто, да, это обычный как бы некролог. 11-я бригада армейской авиации, название ее Херсон, они сообщили, что с полью, непоправимая утрата, лучшие сыны Украины, геликоптер Ми-24, ну, вертолет Ми-24, не вернулся с боевого задания. Значит, что за задание обычно у таких вертолетов? Они шахеды, ну, герани, дроны поражают. И вот этот случай описывают, опять-таки, это предположение, мы не знаем точно, о нем Украина точно не расскажет, потому что это успешная российская воздушная операция. Впервые, их давно, кстати, заметили, вот эти ракеты Р-60, которые крепят к дрону, и они поражают воздушные цели. Ну, ракета воздух-воздух, и получается, герань воздух-воздух отработала. Это к тому, у кого каких снарядов не хватает, и что, где и кому как легче будет. Самое интересное, что Конотоп, Сумская область, поражен электровоз. Продолжаются удары по логистике, вот с другого ракурса. То есть конкретно атакован дронами. И не вызывает ничего хорошего эта история, потому что там Киев-Сумы уже так просто не доедешь. Быстро там заменяли, пытались каким-то, ну, вот каким-то макаром, собственно, этот рейс, да, возместить. Ну, в общем, запустили автобусы. Населенный пункт называется Воронеж. Да? Это тоже Сумская область. Вот показывают его уничтожение этого одного из тяговых электровозов. То есть, смотрите, объективный контроль непосредственно удара. На одной из подстанций, на одной из станций мы видим, как вырубается как бы четко логистика. Старлинки вроде бы нашлись. Причем Украина сразу использует эту как бы находку в таких очень серьезных пропагандистских целях. Если это додумано или неправда, то это, конечно, большой удар и большой урон. Но если бы это была правда, то вполне вероятно, что, ну, можно было как-то подтвердить через родственников. В общем, сегодня координационный штаб по обменам. А я напомню, вот был обмен после Абу-Даби, и сразу покушение на генерала Алексеева, который, кстати, этими обменами занимался, и другими, скажем так, процессами коммуникации российско-украинской стороны. Сегодня координационный штаб сообщил, что звонят родственникам украинских военнопленных со стороны России и требуют, угрожают им заводить аккаунты
на Старлинке. Информация, конечно, прогремела, как гром. Это же надо, какой цинизм. Там получается солдатик, там у них в застенках, а вы родственникам звоните, угрожаете там расправой или чем-то еще. В общем, ухудшить условия, так сказать, пребывания, чтобы пошли и аккаунты сделали. Значит, все бы хорошо, но чтобы аккаунт вот так зарегистрировать, об этом Федоров рассказал, нужно лично взять паспорт, переписанный серийный номер и пойти в ЦНАП. И этот вопрос, да, можно было абсолютно не поднимать, если он недодуманный, если это реальность, да, и русские прям берут и звонят родственникам военнопленных и говорят, заводите аккаунты на Старлинке, чтобы они у нас работали на передке. То в этом ЦНАПе наверняка же знают, что это родственник военнопленного, или не знают, или это невозможно узнать, или невозможно это каким-то образом предвосхитить, вот такой ход. Или, например, россияне не думают, что это возможно, а вот это вот по дурости вот это звонят людям, которые ничего не могут сделать в государстве, потому что это не просто зайти в интернет и зарегистрировать на себя, это надо ручками, ножками, идти в ЦНАП, ручками писать заявление, ножками доходить. Поэтому очень сомнительная информация, но ее сегодня распространили. В свою очередь Украина лупит по российскому Белгороду. Там плюс-минус частично восстановили и тепло, электроснабжение, и в Белгороде все плюс-минус нормально, хотя до этого, да, вот пошла кампания разгона, что там голос предателя, это про губернатора Белгорода Гладкова. Сегодня показали спутниковые снимки, это ТЭЦ-Луч, и есть попадание в машинные залы. То есть абсолютно зеркальный ответ, и эта инфраструктурная война, она, как говорится, становится обоюдной, но все очень соответствует тезису Зеленского, который он высказал на Дне независимости, что Украина – это не жертва, Украина – это боец. Чего не скажешь о том запале борьбы, который как бы главный законодательный и вообще в принципе главный в парламентско-президентской республике государственный орган излучает. Сегодня сессию новую открывали, да, вот прошлый раз, а сегодня вот продолжали, там голосования были. Ну вот утро. Відкриття сесії в парламенті. Шановні колеги, прошу сідати. На Погоджувальній раді ми домовилися надати кожному повноваженому представнику депутатських фракцій і груп до 3 хвилин для виступу. Прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на виступ. 3 калеки, 2 чумы. Вообще не хотят идти на работу. Вообще там просто какой-то позор с точки зрения явки. Леди Би, я ее так называю, это безуглая, вообще соскучилась, говорит, сниму-ка я, как горит свет в парламенте. А там вот такая огромная люстра светит, все лампочки горят, хорошо, благодать, никто не экономит. Люди протестуют, понимаете, а никто не экономит. И все задаются вопросом, подождите, ведь там почти 4 года все говорили, что вот какие бы там ни были плохие, хорошие, надо все забыть, перевернуть эту страницу, профессионалы, непрофессионалы, воры, не воры. Да какая разница? Важно, чтобы они работали, потому что парламент должен работать. У них не должно быть там выходных, они должны быстро собираться. Надо что-то принять. Принимают, война же нынче. Но они ни шатка, ни валка суются на работу. Депутат Третьякова. Потрясающий персонаж, который ознаменовался зашкваром о некачественных детях, все четко объяснила. Так а чего вы хотите? Какие люди, такие депутати? Український народ має розуміти, що він сьогодні в представницькій демократії має тих представників себе, кого він хоче бачити там. А далі вже це його відповідальність. Кого обрав? Смотрите, накрасила себе красным волосы. Это что же, народный представник? И украинский народ имеет депутатов, которых он хочет там видеть. Я вот прям сижу и хочу видеть эту Третьякову, которая такой дурней прославилась за последние, за свою каденцию, которая никак не может закончиться, эта каденция,
говорила про некачественных детей, даже бренд такой пыталась регистрировать. Некачественные дети. Але того і маємо тут. Тому, якщо ми кажемо, що там у нас люди там низької якості, то не потрібно казати, що тобто я не підтримую такі думки. Ну, мне это приелось уже. Значит, там у нас низкого качества люди. Ну, значит, и все остальные низкого качества. Она сорвалась с языка, она просто поняла, что у нее там немножко вперед побежала речь. Это был бы второй мем. Значит, до Большой войны, когда они пришли вот с Зеленским, там чудили, зеленым принтером игрались и страдали ерундой, только дети были некачественны. Ну, правильно же, дети растут. А теперь это народ некачественный какой-то. Думаю, що ми кістка від кістки українського народу. От який народ, так і такі ми. От з тими самими вадами, хворобами і раковими пухлинами. И раковыми пухлинами, раковыми опухолями. Но что-то меняется все-таки в парламенте. Да, депутатов немного, они там немножко подсобирались туда после открытия, но все равно было не густо. Но такое слышать с трибуны от порошенковцев? О, как говорят в Украине, хай бог милує. Выходит Федина и как дает огня. А повертаючись до цієї теми, хотіли б запитатися. Мінські угоди в свій час зупинили криваву бійню і дали Україні можливість протриматися і наростити армію, наростити свій потенціал. А де ваші мінські угоди? Вышли прям порошенковцы, вышли прям, стали и говорят, а где ваши Минские соглашения? А правда, а где Минские соглашения Зеленского? Зеленский, где твои Минские соглашения? Значит, они помогли нам выстоять, нарастить армию, время нам дали. А твои где Минские соглашения? Это, конечно, очень интересно. Особенно, если вспомнить Порошенко и формулу Штайнмайера, как он был сначала за, потом против, потом вот это все как бы выкручивалось. Но сегодня слышать от Порошенко, ну, порошенковцев, да, а где ваши мирные соглашения? Согласитесь, очень удивительно. Минск, говорят, Минск-3 давай, Зеленский, где где возможность? Это, конечно, не от большого ума политтехнологии, но это где-то в том числе и от отчаяния, потому что эти Минские соглашения, они очень нужны сейчас. Это где-то по Фрейду выскакивает. Сейчас очень нужна вот эта пауза. Но, внимание, не как этот Петреус говорит России, а именно Украине. Потому что ситуация с кадрами, ситуация с наращиванием украинской армии очень плачевная. Коллега по фракции Федины Гончаренко сегодня слово держал. Скільки так буде тривати, що в Верховній Раді ми не говоримо про найважливіші речі? Позавчора на Дніпропетровщині ТЦК мобілізували чоловіка до смерті. Вбили. Вже заарештовані військовослужбовці ТЦК за вбивство 55-річного чоловіка, який вийшов вигуляти собаку, а зустрів бусифікацію. І де ми про це говоримо? Де в Верховній Раді це звучить? Повна тиша. Як до такого можна було довести країну, коли вбивають громадян прямо на вулицях? Зеленський вже сказав слово бусифікація, нарешті. Сам він його визнав. Коли я виступав з цієї трибуни і роками це казав, ні, це не можна казати, це державна зрада, це ай-яй-яй. Виявляється, вже не можна це приховувати далі. Бо це бачить ця країна кожен день, чергове побиття, чергова ганьба, яка відбувається. І що про це говориться? Йде рішення. І ніяких рішень немає. І ця система повністю наскрізь прогнила, продовжує діяти. А діяти це означає катувати, утримувати людей. Вчора на тимчасовій слідчій комісії, яку я очолюю, був уповноважений Верховної Ради, наш з вами уповноважений з прав людини Лубінець. Цифри, які він навів, катастрофічні. До нього... Это ОПЗЖшники сидят, слушают. Им жутко интересно. Ну, они сейчас по-другому называются. Ну, вот видите, сидят прям, очень интересно. В 2022 році щодо порушень при мобілізації прав людини звертались стільки ж за цілий рік, 22-й, як в 25-му за день. За день. Тобто кожен день, в 25-му році, до нього стільки ж звернень, скільки за весь 22-й рік. Тисячі. Всього 153 тисячі звернень. Це вирок. Вирок всім нам. Вирок президенту Зеленському, який що казав, я ваш вирок. Та він став нашим вироком. Подивіться на ці цифри. Вони катастрофічні. Подивіться на ситуацію. Незаконне утримання, побиття, все це відбувається прямо зараз. Я мовчу про корупцію страшну, яка там процвітає, бо кожен знає, скільки коштує вийти з цього бусика.
Ну, в общем, вот такое выступление. Смотрите, и в этом парламенте немногочисленном кто-то зевает, кто-то там ходит, там что-то какие-то бумажки. Да всем плевать. Всем плевать. Это тема предвыборная борьбы. Борьбы с произволом ТЦК. И все это понимают. Ну, мол, да, говори, да, там кто-то там сидит, и они просто даже там тупят взгляд, сидят там безуглая, там то голову опустила, сидит там что-то в Телеграм люстру выкладывают, фильтры накладывают, а другие там депутаты, слуги, не слуги. То есть, ну, ОПЗЖшники бывшие это заложники, понятно, да? Они тоже там с прищуром смотрят, о, как что-то меняется, представляете? А ничего не меняется, в том-то и дело. Вот он вспоминал, что на ТСК приходил Лубенец-то вчера, там, он рассказывал, говорил, статистика, всех очень поразила вот эта история в Днепре, да, с убитым человеком. Нет, конечно, соболезнования, 55-летний мужчина выгуливал собаку, бывший, ну, в общем, милиционер на пенсии, да, все, конечно, возбудились, все были в шоке от того, его забили просто, избили, да, и этих ТЦКшников сегодня судили. Но этот Лубенец, ну, смотрите, ну, выступил и выступил. Как поносил Дикий всех, кто против мобілізації, ну так і поносить і далі. Чого нет? Да, ми бачимо таку гостру реакцію у людей, які вважають, що держава їм зобов'язана, а вони зобов'язань немає. Ми бачимо гостру реакцію на словосполучення ТЦК у людей, які, мабуть, не хотіли покоритися під російською окупацією, але чомусь вважають, що це абсолютно не їхня справа цьому запобігти, що це має зробити хтось інший. Ми бачимо гостру реакцію на слово ТЦК у людей, які сидять на телеграм-каналах, які прокачують російські спецслужби всі ці роки. Так, в нас 3,5 приблизно роки іде потужна інформаційна кампанія саме спецслужб Російської Федерації по зриву нашого мобілізаційного процесу. А наша держава, зокрема, устава пана Лубенця, допомагає Росії в цьому. Вибачте. То есть, смотрите, понятно, что это как бы такая деланная экспрессия на самом деле, но это знаете, когда долго общаешься с пингвинами и кушаешь за казенный харч, ну, казенный счет харчи вот эти, да, там, икру, коньячок, там они закупали за государственные деньги на эту станцию. Недавно у них там был День полярника, Зеленский их там привечал. Понятно, что когда долго так общаешься, очень важно покликотать еще как. Он говорит Лубенец, а Лубенец – это тот, который отвечает за права человека. Это плоть от плоти, Зеленский, там, это из его, из слуг тоже. Он работает на Россию, на российскую пропаганду работает Лубенец. Вообще, что ты пришел рот открывать? Сиди, молчи. Але під час війни будь-яка дія або будь-яка не дія, от будь-що, що людина робить або не робить, має розглядати через одну призму. Це сприяє нашій перемозі, чи це сприяє перемозі Росії? Ага, смотрите, что бы ты ни делал, или не делал, ты вот как бы проснулся утром, пошел умылся, если вода есть. Это помогает победе над Россией или не помогает? А вот если я не буду зубы чистить и буду вот там изрекать что-то, повернусь и крикну что-то в сторону, там, на северо-запад, например, да, то это поможет мне, то, что я зубы почистил, или не поможет? І якщо розглядати через цю призму, все стає насправді достатньо простим. І, на жаль, дії українського високопосадовця пана Лубенця, на жаль, об'єктивно допомагають перемозі Росії в цій війні. Все, Лубенец, действия Лубенца помогают победе России. Приехали. Бачимо. Я не думаю, що він російський агент. Мені здається, ми просто бачимо яскравий приклад безвідповідальності. Ми бачимо яскравий приклад популізму, коли людині важливо, щоб от ті самі люди, в яких, як ви кажете, гостра реакція на слово сполучення ТЦК, щоб вони знали, що о, ця людина нами опікується, ми це потім пригадаємо на наступних виборах. І при тому людина не думає, що цих наступних виборів може просто не бути. Бо на окупованих Росією територіях вибори не відбуваються. От ви кажете про гостру реакцію на слова ТЦК. А мені здається, що гостра реакція мала бути на такі слова, як Буча, на такі слова, як Ягідне. От на слово окупація має. То есть Буча, вот это вот Ирпень, вот это вот, на это острая реакция должна быть, а не на слово ТЦК. А вот это Лубенец о выборах думает, негодяй такой, а их может и не быть, все будет под Росією. Гостра реакція. А тільки після цього треба думати, як ти реагуєш на літери ТЦК. Вибачте, коли я чую, що для українського суспільства це складна проблема, ні, ну насправді проблема дуже проста. Українське суспільство має вибір із двох опцій: мобілізація або окупація. І от хай суспільство чітко скаже. Якщо вот так вот. Мобилизация или оккупация? Выбирай. Мобилизация или оккупация? Ну, то есть, все просто. Вот еще один слуга, мажоритарщик Горбенко, говорит, от бусификации общество никуда не денется, потому что ты нарушаешь закон, тебя останавливает полиция, к тебя задерживают, в какой
а в какой там транспортное средство тебя посадят, чтобы отправить в военную часть ТЦК или управление нацполиции, это уже точно нет никакой разницы. Поэтому бусификация там можно назвать, не знаю, там автозакизация, да, вот любыми. Велосипедизация можно тоже назвать. На велосипедах чего? Они ж много велосипедов отобрали. ТЦКшники у велосипедистов, которых тормозят. Поэтому все равно. Ты вообще не жалуйтесь. Нарушаєш, все, будь готов. Чи, можливо, проблема не в самій мобілізації? Люди і готові йти воювати. Можливо, їм не подобається те, як саме відбувається цей процес мобілізації. Можливо, державі потрібно... Стоп! Зупиніться! Вже... Остановись. Остановите. Дико буду давайте. Від початку до кінця. Я Ну, чому, пане Євгене, дивіться, якщо порівнювати... Ви запитали, почули. Інакше не питай. Так от, будь ласка, покажіть мені підкреслюю, одну людину, яка сама добровільно прийшла до військкомата, а далі з нею негарно поводиться. Вот оно. Покажи мне человека, который пришел добровольно в военкомат, а с ней плохо обращаются. Покажи такого. Нет таких. От не мішайте, вибачте мене, зелене і квадратне. От якщо ви говорите, що людям не подобається... Зеленое и квадратное. Квадратный – это он, а зеленый – это цвет его белья. Це не мобілізація, а те, як вона відбувається. Перепрошую, є добровільний рекорд. І жодна людина, яка звернулася з добровільним рекордом, не стала взагалі об'єктом будь-якого поганого поводження. Навпаки, там таку людину зустрічають і ледь тільки не цілують. А всі проблеми, про які ви говорите, стосуються виключно тих людей, які порушують правила військового обліку. Всі ці проблеми, про які ви говорите, вони стосуються людей, які не тільки добровільно не з'являються служити в армії і захищати нас, а людей, які ще й уникають саме обліку. Бо вибачте, коли тебе зупиняють ТЦКшник, і в тебе все в порядку з документами, в тебе теж не виникає жодних проблем. Проблема виникає тільки у випадку, якщо ти не стоїш на обліку, не поновив документи, тобто ти уникаєш цього. Давайте чітко все таки розкладати, що всі ці проблеми, так, дійсно насправді часто правопорушення, які вчиняються ТЦКшникам, але вони всі стосуються тільки осіб, які до того вже самі вчинили правопорушення. А будь-яка людина, яка хоча б дотримується правил обліку, вибачте, вона захищена, в неї проблем з ТЦК немає. А людина, яка, як ви кажете, хотіла би мобілізуватися, але не так, ну то це взагалі, вибачте, повна маячня. Людина, яка приходить по добровільному рекорду, вона якраз її саме обслуговують, їй допомагають по повній програмі. І жодної скарги від такої людини нема. Проблема в тому, що не вистачає таких людей. Ви правильно сказали, що в 22-му році стояли черги до військкоматів. Так. І чомусь частина суспільства вирішила, що оті добровольці, які пішли в 22-му році, от вони тепер до кінця війни і воюють, а ніхто інший не знадобиться. Вибачте, війна йде вже 4 роки. І оті добровольці, які пішли в 22-му, пробачте, вони просто вже закінчились. Закончились. Добровольцы закончились, поэтому вперед, как говорится, и с песней. Поэтому ты пойдешь. Человек пишет об этом убитом ТЦКшниками в Днепре. Это мой одноклассник, Олег Лесин. 6 числа он шел с собакой во дворе Китайской стены. Домой он не вернулся, его забили насмерть ТЦКшником. Ему должно было исполниться 56. Светлая память, Лесик. Олег, наш сосед, приходит женщина в комментарии. Прекрасный человек, вежливый, всегда помогал. Отец 3 детей. Никому не верится, что это зверство случилось с Олегом. Светлая память, царство небесное. Эти твари должны ответить за убийство. Ну, твари сегодня ответили. Им просили залог, еще, ну, в общем, отправили под стражу всех 3. Вони начебто їхали по проспекту Героїв, побачили вже в такому побитому стані потерпілого Лесіна та вирішили йому допомогти. Ну то есть практика вообще стандартная. Значит, они ехали по проспекту, смотрят, там китайская стена, вот это, смотрят, увидели у побитого человека и решили ему помочь. Допомогти яким чином відвести його до ВЛК Дніпропетровської області. Отвезти его на ВЛК. Ну а что, там же ВЛК врачи, они ж помогут. Они ж не зря они там клятву Гиппократа давали. Думают, смотри, человек побитый, повезем его на ВЛК. Так як воно начебто працює цілодобово. Що у нас від місця, де вони побачили потерпілого до лікарні космічної, пів кілометри доїхати, та там також можна надати йому медичну допомогу. Вони вирішили його повезти майже до відстань 3 кілометрів до вулиці з метою начебто надати йому медичну допомогу. Крім того, відповідно до допиту свідка, приблизно вже під'їжджаючи до саме вулиці Панікахи, потерпілий перестав. Він постійно в той час постійно висловлювався, як ви кажете, нецензурною лайкою, питався якось вийти з ситуації, але він вже затих. Затих. Ну, то есть он до этого как-то... А вот когда подъезжали, что-то он затих.
Что случилось? Он, наверное, понял, что его ТЦКшники спасают, везут к врачам. Они же помогут. Круглосуточная ВЛК теперь. Круглосуточная ВЛК. За декілька хвилин до під'їзду на вулиці Панікаки. Крім того, відповідно до відеозапису з вулиці Панікаки видно, що вони під'їхали приблизно 22:42, де стоїть автомобіль Мультиван, і тільки о 12 години 3 хвилини працівник ТЦК позвонив на лінію 102 та лінію 103 з метою виклику допомоги. Що 1,5 години робилося з цим з потерпілим, нам не зрозуміло. Крім того, суд вказане підтверджується також допитом свідка, Массаж сердца, наверное, делали потерпевшему. 1,5 часа. котрий був черговим на ВЛК, котрий вийшов, його покликали працівники ТЦК Сланського, він вийшов, побачив особу вже в безпорадному стані, пішов за нашатирем, намагався привести до тями потерпілого, але він виявив у нього відсутність пульсу. Ну и все. Пульса уже не было. До свидания. Хотели помочь. Что там 1,5 часа? Как вот это все? Что случилось? Что-то случилось за 1,5 часа. Вообще ТЦКшникам очень важно верить. Это прям люди, которые прям... Вот паблики пишут, есть решение суда, прям скрин. Одессит из ТЦК. 7 лет ему дали за то, что он ограбил пенсионерку. Значит, в конце октября он вырвал из рук прохожей сумку с мобильником, продуктами, пенсионным удостоверением. Заявил, что решил отомстить, потому что подумал, что женщина какая-то ждунка пророссийская. Выкинул там пенсионное, понятно, что деньги пошли куда надо. А в суде как бы выяснилось, что ой, а он не первый раз грабежом занимается. Ну, такой контингент, который всегда хочет тебе прийти на помощь. Всегда. Сегодня, кстати, очень интересный день. Сегодня вспомнили по поводу ВЛК. Тоже очень интересно. Есть там один в соцсетях в Иксе, пан Шамиль, это военный. Говорит, дорогие друзья, сегодня мы с вами отмечаем уже 2-ю годовщину эпохального события, трагического для страны, но счастливого для одного отдельно взятого человека. Ровно 2 года назад Валерий Федорович поправил очки и пришел на ВЛК. Но не на ту ВЛК, где говорят, что отсутствие головы – это неограниченно пригодный, а настоящую, где сидят врачи, смотрят медицинские диагнозы. Господин главнокомандующий, говорят ему врачи, вам нужно немедленно дембель, иначе от вас скоро останется только памятник герою нации. Понятно, Степ. Но есть и вот такие же ВЛК. 2 года назад были вот такие ВЛК, которые там еще и Шаптала тоже списался по ВЛК, и другие генералы Залужного. Ну, генералам врачи помогают, там есть настоящие врачи. А что с этим 1,5 часа делали? Везли же помочь на ВЛК. Не помогли. Причем интересно, что о том, что это нормально, говорят и уже там отставные. Например, потужные азовцы. Вот Кратевич дает интервью из Азова, который. Людина йде ну точніше, людину там примусово мобілізують, і це нормально. Якщо що, ну, тобто А если что, это нормально. Значит, человек идет, его насильно мобилизуют. Если что, это нормально. Я хочу там відзначити, що примусова мобілізація – це обов'язок будь-якого громадянина. Ну, чоловічої статі зараз від 25 років. Втім, він повинен бути забезпечений підготовкою. Тобто це попередня підготовка, далі розподіл. Такою, яка буде відповідати функціям підрозділів, які він попадає, як ви писали. І це просто зараз не відбувається. Я не можу навіть, знаєте, сформувати систему, яка зараз відбувається, тому що це хаос такий. Тобто людина може потрапити там в штурмові полки абсолютно без підготовки. Я не знаю, там бачать зараз в інформаційному просторі чи ні, але більшість, ну не більшість, а достатньо велика кількість військових, в тому числі вже кажуть там і про СЗЧ. То есть, говорят, без подготовки в штурмовики отправляют. Да ладно, ну врут же. Ну как без подготовки? Ты же должен уметь штурмовать посадку, ты же должен там уроки выживания, ты же должен там технику, тактику боя. Как без подготовки в штурмы? Вон, всех готовят. Даже женщин готовят. Тренуємося ми на рівні з хлопцями.
Ми і стріляємо, ми вчимося і оборони, і штурму. Это батальон «Шквал». Позывной у женщины «Вишня». Тому що ми пілоти, але ми розуміємо, що може бути такий випадок, що ми з пілотів на позиції можемо стати тими самими піхотинцями. То есть она говорит, мы вообще пилоты, но мы понимаем, что можем стать пехотинцами, поэтому мы тренируемся. І будемо оборонятися. Ми не гірші, ніж хлопці, а в деяких випадках навіть краще. Мы не хуже, мы даже лучше. Стріляємо краще за хлопців. Жінки вони якось зовсім по-іншому працюють і нас хвалять. Слава Богу, що конфліктів ніяких немає. Якось всі за одне. І нема такого, що треба їм сказати 2-3 рази. Раз сказала, і вони прекрасно чудово все розуміють. Ну, то есть это если она имеет в виду, что она там кому-то чего-то говорит, мужику, да, типа младшему по званию или там кто у нее, и они все слушаются. Слушаются, женщин хвалят. То есть эти бедные тетки пришли на пилотов, их обучают быть штурмовиками. Женщины, штурмовики. Говорит, нормально все. Чего? Мы вот, да, мы там пилоты, но мы же понимаем, что мы можем стать. Вот Родина сказала надо. Женщина ответила есть. Женщины, понимаете, показывают, женщины, вот, видите, идут и вот мобилизуются. Вот это вот. И если что, там будет штурм женский, как бы бабий штурм, ничего страшного. Нормальный человек скажет, дошли до ручки, это издевательство. Другой говорит, да не, ну подождите, ну это ж не массово, это вот там единичные случаи, но тем не менее, смотри, какая молодец, сильная женщина, амазонка. А мужики какие-то вообще слабые пошли. Город Харьков. Люди, помогите! Пожалуйста! Не помогли люди. Будет слушать команды, вот, например, такой женщины. Или научат его, не научат. Но тоже штурмовики отправят. Причем интересно, что это видео в соцсетях прокомментировал человек моего знакомого, 2 месяца никаких вестей. И тут всплывает видео, где его бусярят. Ну и там дальше выражается нецензурно. Понятно, что видео там это старое, но это этот человек опубликовал. Я, говорит, в шоке. Просто в шоке. То есть нет 2 месяца ни слуху, ни дугу от человека. А оказывается, вот этот человек. И он кричал, люди, помогите, но никто к нему не пришел. Но, как ни крути, кому-то таки бежать удается. Значит, подъезжает бус. Ну, этот, ну, не бус, а этот, ну, этот буханка-то, как там называют. Бежит парень. Собака – это территория предприятия. Останавливаются. И, не мудрствуя лукаво, он сразу ныряет под шлагбаум. Для ТЦКшника шлагбаум оказался, ну, как это, да, кругом из фильма «Вий». Он туда как бы зайти не может. Ну и дальше начинается, как это, непереводимый местный фольклор. Этот за ним гнался пеше. Он говорит вахтеру, а вахтер женщина, говорит, а ну давайте, типа, откройте, вы, в общем, отдайте нам его. Женщина говорит, иди сам воюй на 0. Дальше мать-перемать. Собака бедная отходила, потому что у нее вяли уши. Ну вот так и сбежал. Забежал на частную территорию. Добрые люди его, в общем-то, не выдали. А пакуют везде. Даже из машин вытаскивают, когда люди пытаются уехать. Вот город Днепр. Мы остановили и потянули. Все. Это нормальная практика. Все хорошо. Все так, как и должно быть. Причем бардак везде. Вот говорят о СЗЧ, да? СЗЧ. А многие стали уже до чего-то догадываться. И когда в очередной раз
как это, переспали одну ночь, вторую, третью ночь с мыслью о словах Зеленского, что потери убитыми 55 тысяч, все просто четко поняли, что СЗЧ – это нормальное прикрытие, классный фиговый листок для потерь. Ну, а где ваш муж? А он в СЗЧ. А что на связь не выходит? Ну, наверное, шифруется, конспирология какая-то, да, там, не канает, он, инопланетяне ж его не забрали, он сбежал. Сбежал и вас бросил, не хочет он с вами выходить на связь. А на самом деле его давно нет в живых. И наоборот бывает. Люди оказываются в живых. Последний обмен, разошлась история Назара Долецкого. Он считался погибшим, но взял и вернулся домой по недавнему обмену. И сообщил представитель этого Лубенца в Львовской области на заседании облсовета, есть такой подворный, говорит, что 15 миллионов гривен, которые должны, ну, в общем, ему выплатили за его смерть, должны будут родственники вернуть. Его похоронили в 23-м году, сделали какую-то ДНК-экспертизу. Причем юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатили в качестве единовременной денежной помощи. Ну и прецедент будет решаться, будут искать виновных, кто, каким образом ошибся, потому что понимаем, что экспертиза ДНК – это точная экспертиза. И говорит подворный, что, думаю, для семьи большое счастье, что военный вернулся домой, а не эти деньги, которые им выплатило государство. Деньги ваши, эти 15 миллионов. Пыль просто. Пыль. Предшественница Лубенца, который, кстати, сегодня вечером вышел и сказал: не-не-не, ребята, никто не требует у семьи вернувшегося деньги выплатить назад, потому что нет такой процедуры. И предшественница Лубенца, бывшая омбудсменка, которая там по поводу женщин, там, изнасилований, Денисова была такая, да, ее там очень серьезно в отчете ООН по ней проехались, ее так убрали от греха подальше после вот этой истории, как разгоняли. Задача же была разгонять бучу, но она перестаралась, и, в общем, как бы попросили ее тогда с должности. У нее же спросили: ну ты же сейчас правозащитница и бывшая омбудсмен, а как это, в смысле, ДНК, експертиза, надо вернуть? Якщо вона в 23-му році, да, вони поховали свою рідну людину, вони подали на оформлення всі документи. За цей час же Міністерство оборони прийняло всі необхідні рішення. Тобто виплатили перші 3 мільйони відразу. І потім скільки місяців ще платили деякими частками. Да, спочатку один був розмір, потім інший. Но ні в цьому, ні про це зараз річ. Зараз річ йде про повернення цих грошей. Тобто на сьогоднішній день в законі виписано таким чином, що якщо людина спочатку зникла безвісти, потім була судом за зверненням або командира, або... То есть, смотрите, она сейчас рассказывает очень интересную процедуру. Она сначала, человек пропал без вести, потом судом, там, командиром подтверждено это все. В общем-то, подтверждено, что он как бы погиб. Рідних визнано безвісно відсутнім. То есть даже не погиб, а отсутствующий, без вести. Це різний статус. Ох, как сложно все у вас там, у омбудсменов, думает ведущая. Потім з цим рішенням родина пішла, визнали померлим, то родина звертається до Міністерства оборони, або там, де служила ця людина, яку визнали померлою, за цими грошами. Там грошей інші, не 15 мільйонів, а 2. А, так там 2. Ну, 2. Ну, так винь да полож. Ну, до 2 там мільйонів. Але це теж вони отримали. І коли стали по обмінах повертатися такі люди, які рахуються зниклими безвісти, вже родина отримала кошти. І Верховна Рада написала, що ні, треба повернути. Кошти треба повернути. Кошти треба повернути. Да, родинам. Родина пережила все згідно горе. з порядком, який буде визначений Кабінет Міністрів. Визначив, що це може, добровільно може повернути. Ага. Але добровільно може. Ну, це Якщо визначеність хоче. правова. Це А якщо зрозуміло. не поверне? Ми спитали, як Український центр, Міністерство ветеранів нам один раз надало відповідь, що добровільно може, значить, якщо не повернула, то це вже будуть стягувати.
Ну, тоді ми пишемо в Міністерство ветеранів, а як це стягувати? Той же заступник міністра нам надає відповідь. Ні, ну в законі ж в постанові ж добровільно. Тобто плюралізм в отдельно взятій голові. Тобто... Більше відео дивіться В общем, плюрализм в отдельно взятой голове. Значит, то есть, как, в законе, говорит, может вернуть. А может, это могут содрать с тебя назад, или ты можешь сам добровольно возвращать. Значит, одни говорят возвращать, а замминистра говорит, ну, не должна возвращать, просто может. Ну, в общем, начинается эта история. Случаи, конечно, единичные. Ну, вот единичные. Но человек-то уже погиб. И он же вернулся как бы по обмену. Он не объявился. Нет же практики такой, да, потому что это все равно обменный фонд. Ну, вот, например, что он очутился на территории России, там, собственно, ожил, да, и как-то вернулся. Он же там находится ради того, чтобы обменять, и, в общем, быть единицей обмена. Но гипотетически он мертвый человек. Гипотетически. И возникает там другой вопрос. А как, если он мертвый, если он погибший, его занесли в список на обмен? А что там были за списки тогда? А их сверяли, не сверяли? Или их сверили? Так а зачем вот эта вся сейчас чехарда с как бы вот этой историей? Неужели это нельзя сделать тихо? Если вы знали заранее, что вы этого человека обмениваете, а он у вас числится мертвым, придите, обрадуйте семью, решите этот вопрос заранее. А сейчас же все думают, а возвращать 15 миллионов или не возвращать? А тут вообще, говорит, 2 там, миллиона, 3 миллиона. Это все равно большие деньги. Откуда у семьи эти деньги? Понятно, что их за эти годы, его там года 3 не было, именно конкретно вот этого бойца. Но так бывают разные случаи. Быстро мало кого обменивают, только по экстракшену, как Редисов и других там, Прокопенок. А потом удивляются, а что происходит? А как? А что делать? Почему государству не доверяют? В том же Львове, вот на днях, женщина открыла огонь по бусу с полицией и ТЦК. Значит, в понедельник утром львовянка, так сказать, увидела, что кого-то бусифицируют, достала травмат и начала бить, пистолетом бить по стеклу микроавтобуса. Когда машина отъехала, стреляла в нее. Просто увидела бусификацию, решила, достану-ка и ударю, и ей теперь там угрожают, собственно. Ну, даже вы что, в полицейских стрелять? По-другому решили вопрос сегодня в Виннице. Ну, пожалуйста. Нормально. Крутят парня. Человек пришел на помощь. Другой паренечек. У него в руках дрын. Он его схватил, своего товарища, и быстро-быстро давай уводить. Полицейский бежит как бы в погоню. Но удается оторвать руки. И вот так вот хлопнул его, так сказать, по затылку палкой. Ну, в общем, спас своего кореша. Причем ребята, что один, что второй, какие-то на вид молодые, непонятно. Есть им 25 вообще, нет им 25. Хватают всех подряд, а потом спрашивают, как вот этого убитого в Днепре, который имел право на отсрочку, у него все было нормально, то есть по документам. Потом документы. Главное тебя схватить. Глянули в паспорт. Ах, нет 25. Отмутузили, газом залили и выкинули. Сколько раз таких было случаев? Срывает башню атмосфера в таком государстве. Нахождение в таком государстве. По-настоящему срывает башню. Причем страдают в тылу и, ну, условно, люди, которых как бы спасают от войны. Ну, как бы спасают от войны. В Ровенской области дед 72 лет забил молотком 5 человек. Сегодня под утро, ну, как бы 4:15, в полицию сообщили от соцработницы о том, что ее
подопечные из села Судобычи, которые проживают в недействующей школе, слышат крики в коридоре. Полицейские выяснили, что в 4:10 по общему месту проживания внутренне перемещенных лиц, внимание, между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на фоне бытовых конфликтов, бытовых вопросов возник конфликт. И он перерос в драку. То есть 72-летний дед подрался во время столкновения. Мужик начал наносить удары молотком и топором 5 людям. От полученных травм прямо на месте скончались 5. Это 60 и 68-летние мужики, деды тоже, и 2 женщины, внимание, 81 год и 78 лет, а эти мужики, в общем, женщины из Донецкой области, то есть его землячки, и 56-летняя уроженка Кировоградской области. То есть в этом, смотрите, недействующая школа. Большинство из них, понятно, эвакуированные. Им они уже все видели, всю жизнь прожили. То есть жуткие, конечно, кадры. Вот в таких условиях они жили. Я вам показываю не для каких-то вот этих, это, конечно, наснимали полицейские. О, там топор, смотрите, вот это все следы. Это они жили в таких условиях в школе. На старости лет он выламывал топором двери, от него закрывались, прятались. Полицейские, смотрите, сколько приехало. Что такое событие? Давайте. А что же с ними там произошло? Что ж это за конфликт? Этого деда повели, собственно, с топором. Понятно, что, крышу срывает у всех. Но на фоне того, что происходит, это, какой-то определенный сигнал к тому, 5 человек забить в вот этом месте размещения переселенцев. Это же какой-то должен вывод у общества. Это же общество должны подумать, о каких условиях они там живут. А хватает ли им выплат этих ВПОшных? А вовремя ли там пенсия? А хватает ли им этой пенсии? Соцработник присматривает, видите, за этим временным жильем. А школа не работает. А что школа не работает? Да потому что кому там нужна эта школа в этом селе? Там уже давно детей нет. Здание осталось. Видите, как взяли грантик наверняка. Или там громада подсуетилась. Их там поселили, сделали здесь какое-то общежитие, да? Кому они там предоставлены? Кто с ними работает? Кто может отслеживать атмосферу в этой бывшей школе? А люди-то в возрасте, а гериатрические всякие заведения, их же там попереселяли, расформировали, позакрывали. Вот так вот видите. Кто-то же должен с такими старыми людьми находиться. Понятно, что, может, не круглосуточно, хотя, простите, в 4 утра получить 5 трупов среди переселенцев, это тоже нужно как-то довести до этого состояния. Зато у Зеленского все хорошо. Он сегодня встретился с Маркаровой. Та ему дала советы там, по международке, там, по экономике. С ней говорит, все потужно. Маркарова всплыла. Маркарова автор провала в Пенсильвании, когда она была послом в США и возила его там на оружейный завод. И, собственно, с этого все и началось между Зеленским и Трампом. Вылилось в овальный кабинет. И сейчас тоже не ахти. Но он ее держит возле себя. Показал, смотрите, я с Маркаровой. То есть все демовские, все глобалистские, он их держит при себе. Причем интересно, что все считают, что рейтинг Зеленского, он наоборот подпитывается от них рейтингом или замарывает в своем антирейтинге.
как бы расплескивает свой антирейтинг. Смотрите, тут у меня и Притула, и Залужный, и все на свете, Стерненко, а вот тут у тебя советником назначил, а вот тут еще кого-то. И Маркарова тоже. Но есть те, которые, депутаты, кстати, считают, что с рейтингом все вообще замечательно у Зеленского. Ніколи не було в Україні. У нас жодного разу не було такого президента, жодного разу не було такого оточення президента, які б так би хворіли б за Україну, як це робить він. І ну і не було жодного президента, якого б так поважав світ, як поважає Зеленського. Оговорочка по Фрейду, хотя, понятно, элементарный русизм этой Богутской, не было такого президента, который так бы болел за Украину. Болел по-украински «вболевав», а не «хворив». «Хворив» — это болел в прямом смысле этого слова, ну, то есть больной. Он больной из-за Украины. Бачите, у нас за даними КМІСу, Зеленський має 59% довіри. Це багато чи мало, на вашу думку, зважаючи на ті виклики, з якими він стикається щодня? Потрясающий вопрос. Какой вопрос еще задать народному депутату? 59% доверия. Это много или мало? Если мы держим в уме те вызовы, с которыми он каждый день сталкивается. Та, звісно, це багато. Навіть якщо було б менше, ніж 50%. Теж багато. Теж багато. Тому що я пам'ятаю, як вже там на другий-третій рік каденції президентів там до 50% спускалися їх рейтинги. И она помнит. Вот вы помните на 5, она помнит. Это, конечно, много, 59%. И вот это вот все, как бы, да, ну, это наслаивается. Нормально, 59%. Бусификация. Да какая бусификация, успокойтесь. Ну вы что? Так везде так. Вы заметили, как очень классно сравнивают бусификацию с миграционной полицией в США? Ну, типа, у них вот такие ТЦКшники, ну, смотрите, цивилизованная же страна. Ну, классно же. Ну, вы что? Да, есть закон, надо не нарушать закон. И все такие законопослушные. Ну, правда, там взятки не берут с них, в общем-то, да, и там не откупаются от них. И, собственно, цели и задачи там немножко другие. Но, простите, пожалуйста, это сейчас вообще везде. Даже вот в Японии есть. Представляете, в Японии. Значит, Япония. Полицейские увидели пьяного темнокожего гражданина, иностранца. Так сказать, его, ну, уронили на землю. И очень интересный метод, который, наверное, в бусификации Зеленского возьмут на вооружение скоро. Притащили тряпку, как бы положили, вот этот брезент, да. И так интересно, что тряпка-то зеленого цвета. Умастили его, замотали, как в «Кавказской пленнице», в ковер. Скрутили, у них есть специальная тряпка. Взяли там втроем-четвером все его, и как вот это вот. Или как в другом фильме с Шуриком, да, как вот этого Федю в обоины закрутили. И вот в таком положении на заднее сиденье хлоп, и погрузили. Называется, ну, уже так шутят в сети, это действо в Японии сушификация. Ну, типа, плохо себя ведешь, они тебя задерживают. Но в Японии вот так теперь задерживают. Представляете, какое ноу-хау? Это срочно нужно тендер на Прозоро. Тендер на Прозоро под эти брезентовые штуки. И смотрите, как гуманно. И ты ж там не покалечишься, ничего. Нормально, подходить конструктивно. Видите, как все выступают за эту бусификацию? Вот, ну, в Японии, понятно, это как-то роллы на вынос или там суши, ну, по-разному прикалываются в сети. Ну, вот видите, нет никаких проблем, пожалуйста. Отличный лайфхак, так сказать, для ТЦКшников. И рейтинг будет еще больше расти. 59%, по данным КМИС, будет 80%. Ну, ничего, что там Дарницкая ТЭЦ, например, в 8-метровых сосулях. 8 метров. Ее ты не восстановишь, там 2 месяца надо, там, да нет. Это все. Вот что осталось от энергообъектов. Этого могло бы не быть. Если бы Зеленский не толкал бы эту историю с «мы не жертва, мы боец», если бы он договорился о перемирии.
Сегодня, например, выходил Синегубов и говорил, что мы теперь чрезвычайную ситуацию запрашиваем в Харьковской области и городе Харькове. Сьогодні провели засідання регіональної комісії надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки, і було прийнято рішення щодо визнання надзвичайної ситуації регіонального рівня в енергетиці Харківської там області, включаючи місто Харків. Ми направляємо сьогодні звернення до уряду, до відповідного Кабінету міністрів України з тим, щоб Харківську область, місто Харків долучили до програми «Світлодім» для того, щоб наші люди мали змогу залучати додаткові джерела фінансування для своєї енергостійкості. Светлодом, дополнительные деньги для своей энергостойкости. Все нормально. Губернатор Харьковской области, руководитель области, пожалуйста, говорит, пожалуйста. Мы вот обращаем, значит, нам нужно чрезвычайное положение регионального масштаба, чтобы попросить у Свериденко денег для стойкости. А то мало денег, надо попросить. Поэтому у нас вот такая вот история. А вы там ходите, в общем, ждите этот свет. Ну, нормально. А что, у вас вообще ж много денег? В Киеве вообще все, если честно, как бы обалдели. Соломенский район, проспект Отрадный. Приехала бригада, кладет асфальт на снег. Номера машины. Ну, в общем, он показывает номера машины, дальше нецензурно выражается, потому что это, конечно, шок. Киев. Приехали латать дорогу. И давай там вот этими мобильными, вот машина, вот коммунальщики. Он, конечно, говорит, просто оборзевшие. Денег куры не клюют. Зато, смотрите, ямочный ремонт, прям на снег, положили, и все хорошо. Все по технологии, как там это говорят? Технология. Но она для энергостойкости, конечно, например, в Луцке на 55 тысяч гривен заказали свечи. Правда, арома свечи по 550 гривен. Ну, там какая разница? Арома, не арома. Ну, нормально. До конца 26 года надо исполнить заказ. 55 тысяч гривен, как с куста, вперед из песни. Денег вообще хоть куры не клюют. Чего? Ну и масштабные, конечно, проекты есть. Сегодня сообщили, что в Украине планируют новый горнолыжный курорт построить. По оценкам СМИ, 140 миллионов евро это будет, это обойдется. Значит, общая площадь 1200 гектаров. Львовский облсовет поддержал передачу под строительство 176 гектаров леса. Ну, то есть леса. А кому там 176 гектаров леса? Надо под курорт. Передаем. Местная власть на раз-два. На раз-два. Это все как бы может провернуть. Все для стойкости. Ну, смотрите, очереди же были на Буковеле. Так надо новый горнолыжный курорт построить. Чего? Война идет. Да, ну а как же без курорта? Да и заботиться надо о, скажем так, вообще инфраструктуре города, вывески обновлять. А то какие-то в Киеве вандалы Ляцкие ворота взяли и испохабили. В общем, дел не в проворот. А вы здесь вот это со своей войной. Зеленский сегодня в обращении говорит, ПВО, будем переформатировать. Деньги, деньги, деньги. Так а где прошлые деньги? Ну, нет прошлых денег. А Миндич где? Ну, екстрадіруємо Міндіча. Судовий процес, коли ми всі заходи щодо можливості направлення екстрадиційного запиту будуть нами виконані, ми його будемо скеровувати в тому числі. І будемо працювати з Ізраїлем і з іншими країнами щодо екстрадиції фігурантів даного кримінального провадження. Это Кривонос, директор НАБУ. Он сегодня отдувался, говорит, нет, у нас много есть великой рыбы, типа большой рыбы. А Миндича мы подаем запрос на экстрадицию. А глаза, смотрите, честные-честные. Прям видно, он верит в успех экстрадиции лишенного гражданства Миндича, сбежавшего за границу, имеющего израильский паспорт товарища. Товарища Зеленського. На рахунок взагалі цієї справи, цього кримінального провадження, зараз активно ми співпрацюємо
мабуть, понад близько 10 різноманітних юрисдикцій, в тому числі крім Європейського Союзу, щодо отримання за запитами на міжнародну правову допомогу, отримання відомостей щодо фінансових транзакцій, рахунків, майна. І я пам'ятаю, Олександр Васильович теж в своєму інтерв'ю говорив, що в цій справі ми очікуємо, я можу говорити відверто, я не анонсую ніяких підозр, але ми очікуємо нових деталей, які ми будемо комунікувати з українським суспільством. Ми просто намагаємося обережно зараз на даному етапі комунікувати. Це пов'язано з певними моментами щодо збору доказової бази. Проведення відповідних експертиз, отримання до відповіді від міжнародних юрисдикцій, комунікації з міжнародними партнерами. Але точно в даній справі це не крапка, слідство триває і будуть додаткові деталі, про які ми розповімо в той момент, коли це процесуально стане можливим. Короче, понятно, что ожидали новые пленки, а никто ничего не показывает, и поэтому понятные претензии, а есть тут политический подтекст какой-то, а что это вы дальше не раскручиваете Миндича, эту тему, а кто ж там, где голос Ермака, где голос еще кого-то, говорит, ой, нет, голосов много, но мы аккуратно, мы вот все как положено, с международными партнерами будем коммуницировать. Кстати, интересный момент. Есть там фигурант пленок Миндича Рокет. Так вот, ему отменили залог. Потому что деньги там какие-то из отмывки, да, поступили за него. Нечистые деньги. И еще проверяют деньги, которые очень же быстро нашли и повносили против других. Вообще, откуда эти деньги, да? Какая-то там компания, рога и копыта, да, вот вносят такие крупные залоги в этом деле. Но украинское общество, оно неисправимо. И находятся разные пользователи в разных соцсетях, которые говорят, слушайте, зачем вы нам баки забьете? Тут такая же тяжелая ситуация. Война ожесточается. Трамп этот негодяй. Яка різниця зараз? В дану хвилину, скільки хто вкрав грошей з державного бюджету? Действительно, а какая разница, кто сколько украл денег с госбюджета? Коли питання стоїть, під чиїм прапором буде існувати наша держава і чи... Вот. Слушай, какая тебе разница, кто сколько украл? Сейчас вопрос стоит, под чьим флагом мы будем существовать? Российским? Британским, американским, европейским. Слушайте, куча вариантов на самом деле. Этим голову сушите, українці. Буде вона взагалі існувати? Чи буде вам куди повернутися додому з будь-якого куточка світу? Тому що капітуляція означає поразка. Поражение. Не просто поражение, а поражение. Капитуляция означает поражение? Да ладно. А мы думали, капитуляция – это перемога. Тому що це питання часу. В смысле? Это вопрос времени? Тому що це є одна із стратегій ворога. Яка різниця, на яких офшорах знаходяться рахунки будь-кого? НАБУ, агенты Кремля. Это стратегия врага, чтобы все вот это Кости мыли этим Миндичем, вот это кто там, Галущенком, всяким министрам, Рокетом всяким, там этот Али-Баба, 40 разбойников. Это все враг вам забросил, а вы глупые. А мені насрати на це. Я просто хочу, щоб Україна залишалася під своїм прапором. І ми зараз повинні вкласти всі сили, всю підтримку в нашого президента, в нашу армію і у всіх, хто захищає нашу країну. Тому що люди, які донатять, волонтерять, це люди, які теж захищають нашу країну. Вот так вот. Донать, волонтерь. Вложи всю силу мысли президента, чей друг сейчас ему экстрадицию готовит. Да какая разница? Это все враг, это все враги, это их стратегия. Потому что если капитуляция, то это проигрыш, это поражение. Не думай. Не думай о секундах свысока. То есть, понимаете, какое вот это вот... И вот есть такие люди, они вот действительно как бы несут в массы эту мысль. Ты сидишь, смотришь, думаешь, о боже, какая-то блаженная, наверное, как бы истину глаголит, блаженная. Есть, правда, другие в соцсетях, не такие.
блаженные. Есть те, которые с жесткой реальностью столкнулись. Зараз пронаболіла про те, про що мені справді дуже хочеться висловитися в цей час. Це про те, що я дуже втомилася і заїбала просто бізнес. Знаєте, і це тому, що з одної сторони тебе ніби підтримує держава, вводить одноразову допомогу на енергонезалежність, а з іншої сторони просто щоденно знищує. То есть, внимание, значит, женщина, она бизнесом занимается, она хозяйка кафе. Ну, там дальше из ее крика души станет понятно. И эта женщина, она вот решила в машине, да, она просто утомилась и, ну, украсила свой рилс, да, вот этими инфографикой. Говорит, коррупция в энергетической сфере, представляете? В той час, коли з країни вивозять мільярдами гроші, тобі, малому підприємцю, просто доводиться виживати. Інакше це не скажеш. І в цей час, коли ти намагаєшся жити, намагаєшся підтримувати економіку, зберігати робочі місця, тобі просто наступають на горло. А до чого я це все? Після того, як я сьогодні отримала платіжку за комунальні послуги, я, мало кажучи, в шоці. Платежку она получила за коммунальные услуги. Представляете? Платежку. Маленький предприниматель. Я просто в ахері. Ось прикріпляю вам сюди рахуночок. 27,5 тисячі гривень комунальні послуги. Давайте посмотрим. 27,5 тысяч гривен. Коммунальные услуги для маленькой бизнесменки. Понимаете? Да, 27 500. Ничего себе. А что там? Ничего. Ну, как ты могла столько накрутить? Коммуналки-то. Что за бизнес какой-то у нее, наверное? Маленькая кафешка. Це, на хвилиночку, для маленького бізнесу, для кав'ярні в спальному районі. Коли тариф з осені до зараз зріс більш як на 4 гривні за кіловат. У нас немає електрики. Ми працюємо на генераторах. Генератор доплюсуємо до цієї суми. Ми витратили в цьому місяці близько 7 тисяч гривень. Як ми, підприємці, маємо жити, працювати, не вигоряти, підтримувати економіку і любити свою країну? Можна не відповідати, це було риторичне питання. А зря. Надо найти ответ. У нас проект «Шум», я вот в комментариях попрошу, да, напишите этот ответ. Я всегда вас прошу, там, игра в города, там, да, напишите, откуда вы. Но ведь это же действительно очень важно. Вот смотрите, у нее крик души, а ей нечем платить 27,5 тысяч гривен. А что она может сделать? Она в этой ситуации может записать видео, поделиться болью. Ну, так есть такая практика. Знаете, одни выходят... Вот здесь психологи, они рекомендуют всякие там модные, да, выйди в чисто поле, прокричи, ну или как Кристалина Георгиева, выйди, проснись, прорычи как лев, ну ты будешь рычать как лев, чтобы потужностью заряжаться. А это психологическое, когда тебе очень тяжело, ком в горле, выйди, чтобы никого не было, в лес там или в поле чисто, проорись, и вот это ее путь, как проораться за 27,5 тысяч гривен маленькой кафешки в спальном районе. Просто в цей час, коли ти слухаєш гасла про те, які ми сильні, незламні, непереможні, і ти свято вірив в це. Свято верил в это. Ну, правда, ты же свято... А сейчас что? А сейчас зламні і переможні оказались. То, знаєте, зараз просто не хочеться вести підприємницьку діяльність в Україні. Бо це, знаєте, якесь на межі утопії нереального. Я просто хотіла виговоритися. Ну, главное, чтобы СБУ не нашли и не сказали записать извинения. За что? Ну, за то, что платежка не понравилась. А чего? Это модно сейчас там, да, какой-нибудь. Пришли полиция или СБУ, говорит, ты что, как это мы? Мы непереможні, мы незламні, ты что, отходишь от курса партии? Ну, если серьезно, понятное дело, можно понять девушку. Она шла к чему-то, пытается заработать, как-то удержаться, генераторы эти, все.
Вот, пожалуйста, она не тянет эту платежку, она в шоке просто. Понятно, надо искать деньги, получается занимать на коммуналку, бизнес не окупается, вообще никакой бизнес не окупается. Примерно то же самое, только не с такими эмоциями, с позиции доктора экономических наук, человека, который абсолютно, ну, это эксперт тоже, это экономист, он абсолютно прозеленский был там до войны, там во время, то есть, ну, имеется в виду прозеленский, ну, как имеет, он помогает, он там предпринимателям, занимается, короче, предпринимателями, всегда он там какие-то законопроекты помогал разрабатывать. Длігач є такий. За грудень і січень бізнес втратив 28% продуктивного часу. 28% времени за, это подсчеты, за декабрь. Потерь. Собівартість через те, що бізнес змушений покладатися на альтернативну генерацію електрики і тепла, зросла на 11%. Втрати сумарні для бізнесу 5% в річному виразі оборотів. Тобто величезні втрати. Звичайно, підняття собівартості може бути або перекладено на споживача, або бізнес сам за власний рахунок може це профінансувати, або це питання до держави. Бізнес не може сам профінансувати, тому що все, фінансових ресурсів більше нема. Бізнес або закредитований, або ці позитивний фінансовий результат, який був у бізнесу накопичений, вже за 4 роки війни закінчився, винищений. Відповідно, або перекладати на ціни, але це розгортає інфляцію, або держава має взяти на себе частково компенсацію того, що відбулося. Нечего, ну, смотрите, для того, чтобы асфальт положить на снег, это есть деньги. Для того, чтобы аромасвечки купить в Луцке, есть деньги. Ну, кто скажет, Шелест, это местные бюджеты. Да подождите, какая разница? Ну, это же говорит, какая разница, да? Ну, мне все равно, какая разница, кто там ворует из бюджета. Так если бюджет из него воруют, и там какая разница? Ну, так помогите предпринимателям. У вас же есть на эту всю глупость деньги. Даже Синегубов с таким взглядом удава говорит, мы объявляем региональную чрезвычайную... Подожди, нам тут рассказывают все паблики, что морозы отступают, легче будет. Ну, сейчас же ж морозы отступят, будет легче. А мы чрезвычайную ситуацию... Зачем? Чтобы он открыто уже это говорит. Не за тем, чтобы помочь людям, организовать каким-то образом, там, чего-то, где-то. Вы заметили, как никто не предлагает идей? Никто не предлагает идей. Все говорят, деньги, давай деньги. Никто. Зеленский один молодец. Выходит, говорит, пакеты теплоты мы вам предложим. 40 тысяч. Ну, там про Киев. Никто идей не может быть. Всем нужны просто деньги. Во время чрезвычайной ситуации их можно пилить как хочешь, без прозора, без всякой этой ерунды. То есть конкретно выделять туда, куда надо. Показывать, ну, там, губы замазывать, наводить губы, да, вот замазывать все для отвода глаз. Міністерством економіки спільно працювали, моделювали різні варіанти програм, які можуть бути. На жаль, не все, що пропонувало Міністерство економіки, так зрештою було реалізовано. Ну, наприклад, те, що стосується гуманітарних програм. Те, що має дати можливість українцям вижити, пережити цей складний час, це абсолютно зрозумілі програми, я не вважаю їх популістичними, хоча в цілому держава дуже часто вдається саме до популістичних дій. Щодо бізнесу. Тут або, вірніше, один з варіантів програм – це дати можливість бізнесу зараз вижити, бо ми знаємо, що близько 20% сервісних бізнесів, ресторанів і інших просто позакривалися, фізично позакривалися, причому системно, а не просто на час зими. А яка частина на межі закриття зараз? І ще близько 10% на межі закриття. Тобто сумарно третину сервісних бізнесів ми можемо втратити по результатах цієї зими. Тобто треть бизнеса «до свидания». Вот эта вот девушка в машине с криком души, это она в этой трети. Все, до свидания. Но есть бизнес, который мы не потеряем. Бизнес, который должна поддержать вся страна. Почему? Потому что, как там Федына говорила от порошенковцев, да? А где ваши минские договоренности? Где ваш Минск? Это магазин «Рошен». Пустые полки. Уважаемые покупатели, вследствие вражеского удара страны-агрессора было частично разрушено производство фабрики «Рошен». Мы прикладываем всех усилий, чтобы в кратчайшие сроки возобновить производство и вернуть на полки
Ваши любимые товары. Спасибо за вашу поддержку. Вот так вот. Этот бизнес надо поддерживать. Как поддерживать? Флешмобом ударим. Вот, пожалуйста, россияне, расхерачим склады Рошен. Украинцы, вызов принято. И полетели, и понеслось. В соцсети, флешмоб. Покупаем продукцию Рошен. Киевский торт, печенюшки, всякие там тортики. Вот, пожалуйста, масло даже есть Рошен сливочное, надо его покупать. И все такие, пускай сгинут все зеленые вылупки, которые радуются вместе с Путиным, как роса на солнце. Купить Рошен – это сегодня событие. Поддержи Петра, пускай умрет Россия. Поддерживаю Петра Алексеевича и его компанию Рошен. Спасибо за постоянную действенную помощь ВСУ. Иногда голосуют не бюллетенем. Это с вот этих фотографий, да, которые там вы видите, это, собственно, надписи. Люди вот это пишут в соцсетях и вот поддерживают, флешмоб устроили. А? Потужно? По-моему, потужно, еще более потужно, чем у потужников. Ну а правда, а чем государство может помочь? А может ли оно помочь? Ну, может или нет? Видимо, ну, точно может. Значит, я сегодня опубликовал это. Это, конечно, что-то. Это прям какой-то сюрреализм. Публиковал, обсуждал это тоже. Значит, в Николаевской области, прифронтовой области, выставили пенек на аукцион. 90 гривен. Пенек. Значит, у должника изымали имущество и изъяли пенек. Забрали пень. Зачем этот пенек нужен? Наверное, какой-то там столяр какой-то чего-то будет украшать. Нет. Погреться. Морозы какие лютые. Они его забрали и выставили на сайт. То есть сидит какой-нибудь, так сказать, ну, знающий человек, который понимает, что можно какой-то актив или какие-то вещи у должников дешевле путем аукциона купить. И он смотрит, пенек, 90 гривен. Шаг повышения цены 4,50. Он говорит, прекрасно, пенек 90 гривен. Вот это госэффективность. То есть этот пенек надо взять, там, забрать, сфотографировать, засунуть в сайт, опубликовать информацию, заплатить всем этим людям, кто фотографирует, кто опубликует, зарплату, да, вот этой исполнительной службе. Конфисковали пенек, теперь давайте продадим. Люди делом заняты, понимаете? Делом. Люди заняты делом. Причем интересно, что эти дела, это же просто какая-то, ну, какая-то очень глупая история. Вот сегодня парламент проголосовал за принудительную эвакуацию детей с территории активных боевых действий. Передает замглавы МВД. Внимание! Без согласия родителей. Согласно новому закону, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полицейский без согласия родителей, после чего передает в детдом. Очень дискуссионный вопрос. Ну вот прям очень дискуссионный вопрос. Это вопрос, понятное дело, там, доверия, это вопрос, понятное дело, отношения. Но сейчас, кажется, обрубаются все возможные варианты. Между Россией и Украиной будет ров с крокодилами. И если боевые... Понятно, что детям нечего делать на территории, где война, где ведется война. Но это вариант позабирать всех. Судьба этих детей, ну, поди разбери.
Ну, взяли, забрали у родителей ребенка и отправили. А что, боевые действия ты не отдаешь, сам не эвакуируешься. Все, принудительно забрали и все. Ждун, сиди, жди. Ребенка забрали. Вместо того, чтобы, ну, как-то горе уменьшить, это все как-то увеличивает горе. Понятно, что еще большее горе – это погибшие дети во время войны, но тут нужно какие-то грамотные ходы. Это, наверное, чтобы потом детей не забирали, потому что Мелания Трамп как-то у россиян как-то ни шатка, ни валка их возвращает на родину. А если возвращает, то там как-то немножко ты понимаешь, что ой, количество не то, и пиар уже не тот, пиар-эффект не тот. Это что получается? Что теперь эта программа должна работать наоборот? Ну, типа, родители остались, у них полицейский забрал ребенка, они там дождались, когда зашла и забрала российская армия, их с зоны боевых действий отвезли в Россию, а потом будут через Елену Зеленскую и Меланию Трамп возвращать эту Львову Белову, да, с российской стороны, через эту троицу будут возвращать этих с Украины в Россию, но этого же не будет. То есть вместо того, чтобы под эгидой, идеей благой семьи рушат, а куда им ехать с эвакуацией? Как вот этим пенсионерам из Донецкой области, когда 72-летний дед топором и молотком порубил 5 человек в Ровенской области, потому что жил в каком-то селе, в непонятной школе, которую приспособили под приют для переселенцев. Ну, такая перспектива. Так пенсионеры вешаются, а семьи с детьми. Напишите, что думаете об этом решении парламента сегодня в комментариях. Ну и, конечно, с прискорбием можно заявить, что меньше, ну, скажем так, дельных мыслей о живых, а больше дельных мыслей о мертвых в Украине в последнее время. Вот прямо о мертвых. Гераскевич, скелетон, представляет этот вид спорта, занимается скелетоном на Олимпиаде, представляет Украину. Це сумне продовження історії з нашим шоломом. Значит, грустное продолжение сегодня было. Вчера все сообщили, что он пытался в этом шлеме выступить. Там погибшие, в том числе спортсмены, олимпийцы, погибшие на войне, типа, чтобы знали все, какая Россия убийца. Ему запретили вчера. Говорят, нет, да, ни в коем случае, потому что это политика, ну, нельзя. Представник МОК Тошіо Цурунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами, таноками і МОК, висловив критичну заборону використання даного шолому на змаганнях та на офіційних тренуваннях. Зважаючи на факт того, що вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що є прямо в правилах прописано, що це заборонено в МОК. Смотрите, там же тоже это не российский флаг, это там череда флагов. Но он же, смотрите, уже как бы, ну, как аргументировать позицию? А вот там российский флаг. А типа на Олимпиаде нет российского флага. А вот там российский флаг, представляете? А это запрещено. А мне что, с людьми шлем нельзя надеть? На це не було жодної реакції, а на шолом з загиблими українськими спортсменами, і, до речі, серед них є олімпійці, члени олімпійської родини, на це ми отримали критичну заборону. Я також нагадаю, що в історії вже був прецедент, це німецький штангіст, легендарний штангіст Матіас Штайнер, який брав участь і виграв золоту медаль на Олімпійських іграх в Пекіні 2008 року. І тоді він святкував свою медаль на церемонії нагородження з фотографією своєї загиблої дружини. Жена погибла, и он праздновал победу. А тут выступить даже не дали. А так бы он праздновал свою победу вместе со шлемом, с погибшими украинскими спортсменами, олимпийцами. Не дали. Представляете? В 2008 году дали штангисту китайському, а Гераскевичу не дали. І це досі вважається одним з найбільш емоційних та легендарних моментів в історії МОК. Але для українців у МОК свої правила. На жаль. Попри це, ми не здаємося, ми продовжуємо боротьбу. Ми готові... Какую борьбу? Борьбу за шлем или борьбу за пьедестал?
или пьедестал не светит, поэтому будем бороться за шлем. Ну, тут тоже какая-то очень интересная история. Китаец вышел с фотографией, он праздновал. Ну, он не в шлеме выступал, он не выступал, он вышел на награждение и праздновал. Ну, как, посвящал свою победу, да? А Україна продовжить боротьбу. Офіційний запит на МОК, і я дуже сподіваюся, що це була позиція лише цього представника, а не всього Міжнародного олімпійського комітету. Друзі, дуже дякую за вашу підтримку, і так, світ має знати ціну свободи. Вот. Дякую. Мир должен знать цену свободы. Свободу. Это цена свободы. То есть эти спортсмены, олимпийцы, в том числе, погибли за свободу в Украине. Ну, кто-то из них там, да, там служил, кто-то погиб, потому что под обстрелом, кто-то еще. Ну, неважно. То есть они должны... Это цена свободы. И Зеленский говорит, поддержал же вчера. Вердикт НОК был однозначный. Вы можете взять, изобразить этих людей, как бы, да, спортсменов Украины, вообще не вопрос, черную ленту. Ну, вот как футболисты, да, там траурные, да, вот эти. Черную ленту, пожалуйста. Вот это можно. Шлем в амуниции, ну, нельзя. Вот такое решение. Но оно, конечно, не понравилось украинской стороне. Культ смерти, он сейчас сильнее культа жизни. Значит, пару дней назад в сети распространили фотографии. В общем, несколько похорон. Несколько. Вот видите? Это в Ивано-Франковской области. Портрет погибшего. Разные там мужики, вооруженные, ну, солдаты разные. Несет один мальчик. Разная погода, видите, разная одежда, то есть разные похороны, разные портреты. Один мальчик. Многих это, конечно, смутило. Ну и у нас, как обычно, люди привыкли делать предположения, а что это за мальчик такой? Ну, то есть на всех похоронах, что ли, он мальчик, который несет этот, ну, скажем, портрет впереди процессии, а сзади, в общем-то, несут гроб воина. Да, оказалось, да. Но не так, как там это говорят, да, потому что сразу же нашли стоп-кор, стоп-фейк, манипуляция. В Ивано-Франковской области парень приходит на похороны всех погибших воинов-односельчан. То есть в селе, видите, сколько похорон было? Об этом никто не говорит. Но все говорят, манипулятивные публикации. Обвиняют ребенка в игре роли на похоронах украинских воинов. Значит, фейковая информация распространяется, которая имеет целью сформировать представление о якобы инсценированной войне в Украине. Основной для этого стали фотографии мальчика, сделанные во время прощания с погибшими украинскими военными. Фейки, представляете, какие разогнали? Там сын полка, прикалываются, что Украина, мол, постановочные фотографии с похорон делает. Ну так а в чем же правда? Вот, пожалуйста, правда. На самом деле ложь. В Атинийском поселковом совете Ивано-Франковской области сообщили, мальчик живет в громаде, в общине, и по собственной инициативе приходит на церемонии прощания с военными, несет их портреты как знак уважения и благодарности. Ни в одном из официальных сообщений не указывалось, что ребенок является сыном погибших бойцов. То есть это фото просто вырвали из контекста для использования и создания ложного впечатления. Первые подобные публикации, конечно же, российская пропаганда распространяла. Ух, какие негодяи. Однако сейчас аналогичный фейк, внимание, активно распространяют в польском сегменте соцсетей. И часто его сопровождают заявлениями с выразительно антиукраинской риторикой. Цель подобных атак – посеять сомнения в том, что война реальная, а преступления российских военных достоверная. История с парнем – еще один пример. Ну, смотрите. У этого мальчика, ну,
Это в одной громаде. Громада обычно там пару сел, несколько сел, ну, там одно село, там несколько сел. Это громада, община. И там вот сколько похорон было. Представляете, в Ивано-Франковской области. И это только там, где он несет вот этот... Ну, то есть, может, денежку какую-то дают, может, правда, из уважения. Но человек со здоровой психикой на всех похоронах к ряду в своем селе не будет выполнять эту функцию. Тут или какая-то ритуальная часть, ну, например, не знаю, там он сын владельца ритуальных услуг, да, ну, например, или какая-то другая подоплека, но с точки зрения психологии я подумал о другом. И тоже интересуюсь у вас в комментариях, напишите. А вы бы пустили сына на все похороны идти впереди процессии с портретом? Да, пускай там уважаемого военного, там, бывшего односельчанина, ну, то есть там все же друг друга знают, но тем не менее на каждых похоронах ты вот, твой ребенок идет в этой впереди процессии. Ну, странный вопрос. Может, я не прав, и там действительно очень дружное село, там действительно там все кумовья, все родственники, и он, правда, родственник очень многим, на чьих похоронах он шел, или хороший знакомый. Но ребенок один и тот же в своем селе, в своей громаде, на всех похоронах, но это too much. Некому портрет нести? Странные обычаи, странные ритуальные, скажем так, моменты. Удивляет. Понятно, что там это постановка, потому что, ну, здоровый мозг не может воспринять, что это, ну, это нормально. Поэтому там сразу накидываются версии, эта версия, это пропаганда. Так объясните, антифейк, что с ним? Что, может, какая-то нездоровая ситуация? Ребенок на всех похоронах носит портрет погибшего. Вообще надо, как бы, ну, желательно там, если это не касается непосредственно тебя, то как бы так сторонить детей от этого занятия. Ну, если это имеется в виду чужие дети, да, ну, то есть имеется в виду участие. Там ведь много есть таких моментов. Переходишь дорогу вот этой процессии, просто перебегаешь, потом болячки какие-то выскакивают. Это уже все проверили. Ну, это правда работает. То есть, да, это тут наоборот очень надо аккуратно, как бы, тем более детей включать. И никогда я не понимал, например, когда фотографируют покойника в гробу. А были модные, я помню, одно время такие фотографии. Ну, фотография, памятный момент, сейчас закапывать будут, давайте сфотографируем. То есть, очень много странного. Ну, как и украинцы тоже странные. Это вот блогер Ярослав. 22 года йому. Поділюся цією правдою про хвилину мовчання, а також про свідчення про те, як до мене прийшов Бог. Значит, к этому блогеру Ярославу пришел Бог. Он известен тем, что он в 188 дней подряд записывал стрим, на телефон стрим, минуту молчания в 9 утра. Коли я приїхав сюди, в Канаду, я прийняв для себе стійке рішення про те, що я не буду далі знімати хвилину мовчання. І лягаючи спати, і мені прийшов просто такий сон, який я реально називаю свідченням. Лише один момент пам'ятаю. До мене підходить якась компанія людей і питають, що я роблю. Я там щось кажу, я там знімав там хвилину мовчання. І вони просто мене запитали, а давай заснімемо разом. Коли я був в Україні, багато людей, які долучалися до хвилини мовчання, які ставили будильник, які підходили до мене, дякували. Але так, щоб до мене хтось підійшов і запропонував разом це знімати, я такого ніколи не чув. Аж просто таке тепло було. Сон рассказывает. Я от відчув, що це Бог мені підказує продовжувати, не боятися це знімати. І я для себе прийняв, напевно, таке усвідомлення рішення, що я вшановую пам'ять загиблих, і я це можу робити в будь-якій країні. А чё нет? Конечно, можешь. Я уехал в Канаду, могу в Канаде как бы память чтить в любой стране. Чего? Хорошая идея, кстати. Коли я тільки починав це робити, до того, що це моє перше відео, я вирішив це почати. І перше моє відео 100 тисяч переглядів. Я думаю, вау, і скільки там людей, які просто підтримували, казали, ой, ми теж будемо долучатися, вау. І я пам'ятаю цей момент, коли я тільки став, це було на вокзалі, я стою перший, і там долучається ще там одна людина стала, інша людина стала, інша. Я в шоці, просто... Какой-то блаженный, конечно, так это радуются, все стали, все вот это... И он так рад этому, представляете? Вот это инициатива. А потом дальше рассказывают, начали светофоры гасить, Крещатик перекрывать. Сила, единение.
Стільки пішла оця цепочка, і я думаю, це неймовірно. І я от вирішив для себе, що я хочу, аби просто вся Україна там о 9:00 вшановувала хвилину мовчання. І я такий був щасливий, що це просто, коли я бачив, коли Київ зупиняється. Оце почали оголошувати на Хрещатику. Коли Одеса почала Какой счастливый! Ты какой-то роденький, шудурненький. Есть такое... В смысле счастливое? Этого не должно было произойти. Это не момент счастья. Чтить солдата. Я так счастлив, что все чтят, что вот это все останавливают Крещатик, поезда, самолеты, все. Самолеты не летают. Вот это все там, все останавливается, все. Это это не повод для счастья. Ему там, кстати, напихали в комментариях. Ну, отлично. А теперь будет стримить из Канады минуту молчания и объединять украинцев. Ну, ему там 22, ему можно выехать. Он выехал и будет счастливый в Канаде продолжать начате. вмикати червоне світло. І це такий захват, реально, я не можу це описати. Якщо поки ці всі новини там, вони там взагалі гудять про те, що я поїхав за кордон, сподіваюся, якомога більше людей через оцю всю ситуацію будуть більше долучатися. І одного дня, можливо, весь світ, де є українці, вони теж почнуть це робити і не будуть боятися говорити про це. Тому шукайте Царство Небесне, в першу чергу, а все інше вам додасться. Я люблю вас. Спасибо за любовь, конечно. Ребята, не ищите Царства Небесного. Не ищите Царствия Небесного. Ну, в том конкретном... Живите эту жизнь, будьте здесь, не грешите. Ну, понятное дело, да, за все хорошее, там, да, вам всем воздастся, но живите, не умирайте. Это какой-то просто... Откуда у молодого пацана 22 года, да, уехав, он оставляет эту традицию. Я буду чтить память. Нет, память надо чтить. Это хорошо, это правильно. Но как-то в Канаде это делать. Ну, одно дело там, да, он был одним из тех, кто, да, на кого опираются, когда вот эти дороги перекрывают, когда вот это же все перерастает в абсолютно дурной бред, когда на этом Крещатике ведущий церемонии прощальной начинает орать на тебя, там, если ты идешь, или там не остановился, или там чего-то где-то еще, и кричит тебе: ты будешь следующий. Это все настолько окутано смертью, перформансом вокруг смерти, что просто как-то вот мурашки по коже. Это разрушает ткань общества изнутри. Поэтому нет надежды на будущее, поэтому нет понимания, что будет завтра. Чтобы было понимание, что будет завтра, надо сделать так, чтобы не было этих минут молчания. Ну или пускай минуты будут молчания, но имеется в виду, чтобы не было вот этих процессий похоронных, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы потом оценить, как бы осмотреться по сторонам и двигаться вперед, чтобы закончить войну и понимать. Ну, а из Канады, вот такие из Канады, продолжающие минуты молчания, радующиеся, блаженно радующиеся тому, он такой счастливый, что все вот это присоединяются в Канаде там. Эта война и не заканчивается. Эти кастрюли не слетают с голов. Этот ужас, который происходит, он продолжается. Есть Зеленскому на кого опереться, понимаете? Это были последние слова Дениса Мирошниченко в роли капитана футбольного клуба «Карпаты». То есть они там, не знаю, в какой-то теплой стране, да, это сборы, они там с шведской командой играли стыковой матч, проиграли 1-0. Ну, а что проиграть? Потому что по-русски он обратился. Ничего не говорит. Ребята, там максимальная концентрация, давайте, все. Там куча иностранцев в этих Карпатах. Но его убрали, потому что выложили это видео, сказали: а чого це він російською? А ну, этот футболист, он давно, он, короче, за Карпаты он играл. Он как бы не был воспитанник, но он так прирос к Карпатам, да, сам по себе. И за то, что он по-русски вот это вот дал мотивационную речь в роли капитана, он теперь больше не капитан. Все. Наказали.
Нет, поиграть можешь, поиграешь, ну ты вроде как пригодишься, твои навыки. Ну ты не капитан, потому что ты не на том языке в своем интернациональном коллективе сказал, как можно, вы что, на сборах, то есть на тренировках, это даже не официальный там матч какой-то, если бы там, знаете, официальный матч, лига, там еще что-то, а он взял себе, позволил по-русски. Это просто тренировки, это во дворе вышли поиграть две команды, они нарабатывают там как-то, пытаются тренироваться. И так тяжело сейчас с футболом, просто край. Так давайте капитанов футбольных команд мочить. И люди просто сходят с ума по этому и по другим поводам. От є такий Кирило Степанець. Активісти снесли элемент конструкции памятника архитектуры 1899 года на Подоле. Это декоративный бюст Пушкина. В этом месте его особенно никто не видел, плюс ни с кем не согласовывая. Это был последний Пушкин Киева. Теперь сносить больше нечего. Очевидно, все дело сделано с помощью альпинистского снаряжения и радостный смайлик. То есть это декоративное, как бы, да, вот украшение. Да? Украшение здания. Ну, тут он плохо угадывается. Вот. То есть декоративное украшение. Вот тут Пушкин, кондиционер, очень красиво. Это так выглядело здание, да, вот. Здание до. А вот так это здание, ну, выглядит после. Ну, наверное, точно красиво. Конечно, красиво. Давайте еще. Смотрите, тот же кондиционер. Вырвали. Оставили след. След, который, ну, наверное, должен остаться после, не знаю, этой украинской цивилизации. Ну, то есть без разрешения, без ничего. От этого всем радостно. Последний Пушкин Киева. Ай, ура! Так это архитектурный памятник 1800. Да какая разница, какого там года? Люди ищут счастье во всем том, что в смерти. И в великом, в искусстве вообще ничего не понимают. Просто какой-то позор. Сегодня ушел Поплавский с должности ректора. Шутят в соцсети, это там украинский Эпштейн, там красотки, институт культуры. Вот он так, ну, много скандалов было и с Поплавским, и со всем на свете. Ну вот он ушел. 30 лет он был ректором, а вроде как президентом, может, останется. Это все-таки другая немножко должность. Короче, руководил институтом культуры. И ушел. Ну, закончился контракт, и все, не продлили контракт. И тут возникает важный вопрос. Поплавский, ну, очень юный Орел, да, это его, это Крапива, ты моя Крапива, поющий ректор. Ну, смотрите, не так мало же осталось, ну, каких-то символов мирной жизни, чтобы не было вот так, как с этим бюстиком Пушкина. Что вместо него там сейчас? Ничего, вырванная эта история, черная точка. И люди радуются, ура, вырвали Пушкина. Или сейчас, например, то же самое с Поплавским. Понятно, что он там и вредный где-то был, и там и такой, и сякой. Но это хоть какая-то память украинская. Ну, то есть, вот он украинскоязычный, он там такой, ну, он по-разному мог говорить. Он там при всех был, при всей власти, при всех режимах. Он занимался там своим, да. Песни пел, там, институтом руководил. Понятно, там, как говорят, и коррупция, и там и разврат типа Эпштейна, и все на свете ему сейчас приписывают. Но можно было бы уйти тихо, спокойно, красиво, без, ну вот, потому что все-таки его там вареники, его рестораны, его там какие-то еще, это все равно что-то теплое из прошлого, когда не было войны. Это вот как сердючка, которая там, да, это что-то вот оттуда было. Но можно было сохранить хотя бы ради памяти вот о том. Нет. Нет.
Это не просто хунвейбины, это не просто какие-то там... Это просто какие-то ликвидаторы всего, что может быть. Министр образования Оксен Лисовый. Ой, избирательность посад, это избираемость назначений, избираемость должностей, это ценность. Украинское общество боролось в разные периоды своей истории. Эта ценность не может быть избирательной. Она одинаково касается всех сфер, где избирательность должна предусмотрена законом, конкретно в системе высшего образования. Короче, с прелюдии начинает. Короче, у президента, читайте, ректора Киевского университета культуры и искусств Поплавского, окончен контракт. Юридически и фактически Поплавский 30 лет, больше чем 30 лет руководил институтом. Когда один человек возглавляет университет более 3 десятилетий, это как бы отходит за пределы здоровой управленческой взаимозаменяемости. Должность ректора – это срочная и выборная ответственность перед академической общественностью. И даже когда юридическая возможность управления сохраняется, возникают вопросы к этике, культуры управленческой, интересами самого учебного заведения. К сожалению, мы имели практику, которая позволяла вследствие разных юридических маневров сохранять, в общем, долгое время, несмотря на закон, да, Поплавскому место. В 23 году Поплавский сам публично заявлял о том, что важно, чтобы в университет пришел новый руководитель, и считаю, что сейчас настал этот момент. Университет культуры должен там формировать ценности, смыслы, и мое убеждение, говорит министр, публичный стиль и тон, который транслировал руководитель на протяжении лет, формировали искривленное представление о том, какой должна быть культурная институция и украинская культура в целом. Вместо этого на протяжении лет имя руководителя неоднократно фигурировало в публичных материалах по поводу харассмента. Кроме того, отдельно вызывает вопросы возможный конфликт интересов, в общем, государственный университет руководства и деятельности самого связанного института. Я считаю, что университет культуры должен быть примером этических стандартов, а не постоянным, в общем, местом дискуссии о них. Министерство образования назначило исполняющего обязанности. То есть, ушел и ушел. Нельзя сделать так, чтобы ушел, и все. Без скандалов, без этого поста про какую-то скандальную репутацию, о чем-то еще. Ведь философия харассмента, все это понятно, скандалы. Но философия в другом. Чтобы хоть что-то сохранить. Ничего не сохраняют. Ничего не сохраняют. Все вырывают. Все. Вот с корнем. Даже Поплавского. Абсолютно проукраинского. Абсолютно... К нему можно по-разному относиться. Но его, какой-то там пик на сцене, да, его вот этот институт культуры, когда это пик был всего, это воспоминание о том, что знали все. Поплавский – это как Альф. То есть, как Альф. Из-за Альфа полюбили в переводе на украинский язык. Из-за вот этого смешного поющего ректора, который не умел петь, плохо пел, но ему снимали клипы, выходил на сцену с длинными с ногами своими студентками с хореографии, пел там вот эти юные орлы, про Крапиву, вот это все, про маму там, ой, это хоть что-то, все это тоже стирается. Это тоже стирается, понимаете? Не останется скоро ничего. Это настоящая ликвидация Украины. И всего того, что грело когда-то, да, вот украинскую душу. Правда, есть телеканал ТЭТ. Он возвращает караоке на Майдане. Значит, ведущий будет новый, а деньги будут отдавать на реабилитацию и лечение ветеранов. Как говорится, от такое.
Вот такой шум у нас сегодня, друзья. Всем большое спасибо за поддержку. А Зеленский, зачем вам за это? Стефанчук. Всех обманул. Ха-ха-ха. Да, спасибо, друзья, за поддержку, за суперстикеры, суперчаты. Спасибо за то, что проголосовали. Давайте подведем итоги. Как вы относитесь к блокировке Telegram в России? 7% позитивно, давно к этому шло. 29% не снесут Telegram, просто торгуются с Дуровым. 30% все равно. И 34% негативно. Все-таки импортозамещение – это шлак. Вот такие итоги. Спасибо вам большое, друзья, за то, что Поплавского свой остров был. Ну да, был свой остров у Поплавского, это точно. Так, спасибо большое. Все хвалят чат, все хвалят за сегодняшнюю атмосферу. Да, уже первый час ночи по Киеву, второй по Москве. Поэтому спасибо большое за то, что в это позднее время мы вместе побывали. Так, всем любви и света. Ну, ночью надо и любви желать. И, ну, я желаю обычно добра. Блокировка, да. Значит, меня там нет до фонаря. Так, спасибо большое. Кроме Китая, своим мессенджером пользуется также Южная Корея. У них, к примеру, основным мессенджером является Какао-Ток, которым пользуется большая часть корейцев. Что плохого в России в МАКС? Никто не говорит, что плохого в России в МАКС. Просто, понимаете, тоже смешно так получается. Путину на годовой пресс-конференции говорит, надо учиться там работать с этими инструментами. Ну, да они научились, работали, закрыли все. И, ну, правда, смотрите, к этому шли. Этот МАКС запускали, МАКС запускали, и вот, в общем, его сейчас такой был телеграммозаменитель. Но там я не в курсе, просто не могу, там, кто с России, может, подскажете. Там надо по паспорту, да, или как там, короче, идентифицировать кто-то и там уже пользоваться всем остальным. Но если тебя куда-то просят зайти по паспорту, то тут, смотрите, ну это не про соцсети, это не про общение в интернете, это не про высказывание своих мыслей, это не про обсуждение новостей, это не про какие-то комментарии, это другое. Все это прекрасно понимают. Поэтому понятно, что во многих местах это свобода деланная. Но, тем не менее, все равно спасибо, что проголосовали. Спасибо за то, что мы вместе. Так, Александр, скажи, пожалуйста, когда у вас запретили ВКонтакте Одноклассники, чего вы тогда не шумели, как вы тогда измеряли свободу? Проблема в том, что, смотрите, запретили Одноклассники. Ну, давайте так. Я был в ВКонтакте. Нравился мне ВКонтакте, ну, там, когда это было в Украине, возможно, музыка там нравилась, общение тоже, знакомство, вот это все, там группы, я это все помню. Ну, тут еще контакт старый. Одноклассники мне не зашли там по дизайну когда-то. Когда запретили, по поводу... Я какое-то время пользовался ВКонтакте, когда вот начиналась вот эта история. Одноклассниками нет. Ну, там философия какая-то не подходила мне. И, в общем, считалось, что это, ну, в то время, сейчас-то, наверное, я уже дошел до этих времен, что это для таких людей постарше. А ВКонтакте была интересная платформа. Что сейчас там, не знаю абсолютно. Ну, как реагировали? Многие пользовались очень подолгу, многие там, некоторые там и сейчас там пользуются. Ну, понятно, что никому не рассказывают, да, через VPN. Я думаю, что проблем не будет. Это все, конечно, VPN решает. Ну, наверное, нечто похожее. Просто одно дело Telegram. Хотя, вот эти вот тоже, если разобраться, русскоязычные, это в русскоязычном Телеграме находятся. Ну, украинскоязычные, русскоязычные. Поэтому я встретил когда-то такое сравнение очень интересное. Значит, вот что такое Телеграм? Зачем он, кому он вообще нужен? Да? Вот одно дело там в ТикТоке записал какое-то видео, там что-то пост опубликовал в Инстаграме или еще в каком-то... Инстаграм тоже запрещенная соцсеть. Ну, или какой-то соцсети, да, опубликовал. В Иксе, например, взял, опубликовал. И тебя увидели много людей, там, ты там как бы перепостили, популярен стал, туда-сюда, вот это, подписались, посмотрели видос, видос залетел, набрали там в ТикТоке, когда вот это кучу там этих просмотров, это типа греет как-то душу.
А в Телеграме что? Ты залил, что-то написал, от тебя 3 человека отписалось, 4 отписалось, 10 отписалось, дай бог, что подписались потом снова. Ну, какая-то странная логика. Ну, это понятно, все в качестве шутки это преподносится. Я думаю, что полного запрета не будет, все-таки мое мнение. Ну, это поторгуются с Дуровым. Дуров, конечно, зря там начал с Ираном сравнивать вот это все. Ну, и YouTube полностью не заблокируют. Все равно, как бы, нормальные люди должны понимать, что как бы VPN, он оказался нужен. И в России, и в Украине. Посмотрите, я вам вангую, совсем скоро запретят Telegram и в Украине. Потому что информационная безопасность. Хотя я не знаю, как это будут подавать. Потому что, елки-палки, смотрите, русские запретили Telegram, и украинцам надо тоже запретить. Вы скажете, вы что, мы же не как они, как же? Нет, вы не понимаете, много. Вот они запретили, скажут, но они его тайно используют против... Вот найдут повод какой-то, 100%. Ну, это мне так кажется. Так, Саша довел таки до слез, извините. Про YouTube Шелест тоже врал. Что я врал про YouTube, не понял. Ну ладно. Так, номер телефона на что оформлен, а телефон для регистрации нужен. Вот и все. Так что Шелест не сильно ошибается. Это вы там вот это про эту всю историю. Меня тут поправляют, наверное, в Махе, да, о том, что в Максе, да, вот там, что там не нужен паспорт, паспорт не нужен для Макса. Ну, какая-то идентификация нужна, наверное, там. Ну, мне это так рассказывали. Я не сильно волоку в этом Максе. Вообще абсолютно не волоку. Это вот так, где-то это встречал, эту информацию, когда его только запускали. Номер телефона же по паспорту, да, в России, поэтому получается, что действительно и по паспорту. Всех же радовались тому, что можно было зайти в любой супермаркет в Украине и сравнивали степень свободы. Схватил пачку сим-карт, и они у тебя все работают, телефон пополнил, там все и так далее. Хотя, если надо, все уже отслеживается. И имейл, и сим-карты, и пополнение телефона. Так, вообще с кнопочным ходил бы, нафиг это все надо. Да, устали люди, многие устали от этого избытка информации и из всего прочего. Врал в свое время, что YouTube в России уберут. В какое свое время я говорил, что в России уберут? Прям уберут. Нет, убрали, подождите. Заблокировали. Нет, стойте, вы меня не как говорят, ты меня не путай, как говорится. Ну, я понимаю, время позднє. Так, привіт, слухаю стрім, теми про наративи методичку влади, але ж це прекрасно самі розумієте, що прийде інша влада, і ця методичка пропаде і наративи. Чи ви не згодні, ваша думка? Смотрите, мы сейчас очень серьезно рискуем, что следующая власть оставит многие нарративы. И границы, если не полностью закрытые, то такие прикрытые. И там цензуру, а много же еще самоцензуры, которая вот не позволит. Ну вот смотрите, они вот там рашисты, там вот это вот все, орки, ну вот эти плохие слова говорили, а тут им нужно будет употреблять что-то нейтральное, уже будет по-другому это выглядеть. Хотя это будет, да, когда там будет какое-то прекращение войны. Мне кажется, очень многое останется из недобитков этой пропаганды, недобитков, да, вот этих нарративов, столпов. Что-то развеется, как вот эти метки рисовали и к столбам привязывали за мародерство. Что-то уйдет в историю. Ну, а что-то как бы продлится еще очень долго. Потому что это удобно для власти. Все очень управляемо. Поэтому так. Так, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали в сегодняшнем прямом эфире. Так... Вот мне уже пишут там, да, вот, Александр, кроме Телеграма и Ютуба, в каких еще сетях можно тебя найти? Руслан мне пишет. Руслан, ни в каких. Потому что там Инстаграм, Фейсбук, меня там нет. Есть только в Телеграм и в Ютуб. Телеграм и Ютуб. Вот так вот и разлучают нас с вами, Руслан. Но я думаю, что все решаемо.
как бы VPN, это сейчас становится нормой жизни, и как бы другие способы обхода, ну, это, ну, а что делать, понимаете? Перемелется. Так должно было быть. Должны были все быть в одном глобальном селе, потом дальше разбрестись по сараям, а потом опять собраться в одно глобальное село. Просто что жизни не хватит это все терпеть, и здоровья тоже, и людей, да, которые гибнут в этих бессмысленных войнах. Всем большое спасибо за сегодняшний шум. Берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся. Хорошо. Пошумели.